Чек, чек, чек. Микрофон. Раз, два, три. Раз, два, три, чек, чек, чек. Привет, привет, привет. Так, сейчас новый источник. Значит, мне нужно. Но полярность не нужно инвертировать. Шум подавления нужно. Качество хорошее и усиление. Усиление децибел на 6. Короче, вот так. Привет, привет еще раз. Я опять тут все перенастраивал. Короче, скрываем. Потому что частота дискретизации, инверсирование полярности, потому что очень сложно с ноутбука, то, что играет на рабочем столе, запускать в OBS, он так не умеет создавать, короче, себе устройство. В общем, еще разок, всем привет, лейбл Bliplav, .ru, 12 годиков, с чем я вас, собственно, и поздравляю. Возможно, это нифига не событие ни для кого, а я угробил на это почти всю свою сознательную жизнь, прикиньте. Короче, как-то так. Привет, привет, чатик. Чё тут, Дейсон, привет, все по таймингу, все четко. Антошка, спасибо большое, благодарность. Сегодня 2х день рождения. Вообще было смешно. Отсчет идет с первых релизов Урумза вместе с Заном на лейбле Subways. На самом деле у Урумза есть еще релизы побольше, но отсчет я веду с этого. А в 2011 году, чтобы было символично, походу в тот же день я замутил лейбл Bliplav, опять же для Зана релиза и для себя, чтобы ни от кого не зависеть. Привет, разведчик, Некто, Дратути, Алекс, Фира Кошечка, мое почтение, Володя Хромов. Всем добрый вечер, Civilization. Всем привет, звук починил. Еще немного будешь совершеннолетним. Так, это радует. Короче, какой план действий? Во-первых, я хочу полистать с вами лейбл. И вообще, знаете, чат. Есть сайт bliplav.ru. И вот туточки можно взять первый лист, скачать кнопочку download, почитать всю инфу, и он просто напрямую с моих облаков вам скачается. Все, и это будет MP3. Я предлагаю послушать с первых релизов по одному-два трека, что мне понравилось. Может, я что-то попытаюсь вспомнить или расскажу, или вы напишите, что там про релизы знаете, слушали, не слушали и все такое. 2011 год. Zan, Love, Peace, Chipstep. А вот если вы хотите lossless форматы, у вас хороший плеер, флаки, вавки и все такое, то есть Bandcamp. Там они name your price. Для тех, кто не знает, нужно при нажатии кнопки «Купить» в графу, где вводится стоимость, сколько вы хотите заплатить, написать 0. 0. И так выбрать себе удобный формат, и тогда можете скачивать в более хорошем варианте. Вот, это первое, что я хочу. А второе, когда не надоест, мы, короче, M8 подключим через браузер, я замутил. Я сегодня наковырял немного. В общем, есть вопросики. Надеюсь, STN к нам присоединится. И, короче, под конец стрима, если доживем, то потыкаем M8. Ну так, исключительно с любопытной стороны, как там что работает. Я покажу, что нашел сам по поводу таймстрейчинга, чтобы не слайсить лупы, короче, и делать огибающую. Вот что я научился, чтобы ничего не прописывать. Типа того. Так, что еще? Сейчас все проверим. И можно сделать формат музычки по заявкам. Я выкачал все релизы с лейбла. Я могу включить любой трек. И так что либо у вас есть крутая история про него, я его включу, чтобы был контекст, либо можете монетку подкинуть. Монетки трындец нужны честно. Еще надо за домены проплатить. Вот. Короче, погнали. Так, Дейсон. Zan, Love, Peace, Chipstep. Один из любимых. Качал. Где-то было. На iPod Touch. Качал с торрентов. Bandcamp'ом сейчас пользуюсь, так как на телефоне звук круть с наушниками. Ништяк. Ну, поехали. Значит, что тут у нас есть? Dub Tuna, Peace, Ramones, Dragodance и Lovi. Мне кажется, у Зана есть трека 4 с названием Lovi. Ну, давайте самый первый послушаем. Так, тут, я надеюсь, все будет работать. Вот, пишите, как звук. У меня запас вообще здоровый есть. Но микрофон, наверное, буду отключать.
Вообще, конечно, закидали монетами. Спасибо большое, Овер и Володя Хромов. Большое спасибо. Кипятили провода. Интересно, насколько все делали вобл-бас по тутору с Ютуба. Мы с Заном кидались сейвами ВКонтакте, даже не сейвами, а мы в текстовом, ну, в поле сообщения мы писали строчки типа дефисы интер, значение ноты там или параметр интер, и мы вот так вот перекидывались, наверное, месяца два, короче, пытаясь сделать вобл-бас. Тут что прикольно, это 2011 год, это вот январь 2011 года. По-моему, тогда не было еще туторов на Ютубе. Вот, а мне тут еще нравится трючок Рамонс. Короче, вот такая красота. 5 чипстеп композиций от Зана 2011 год. Конечно, это уже после Welcome to the Zombie Land от Йоки Токи и его релизов. Вот, но это было прям свежее в новинку. У Зана до этих релизов, до этого релиза на Блиплав, есть еще парочка. Sky, что-то еще, где есть приключения Шурика и Кролик Хардкорик. Короче, у Зана тоже несколько релизов. Еще есть у нас, по-моему, Заном релиз, где я вообще во Фруте Лупсе драмы ему набивал. Он писал пищалки на геймбое, а я ему делал биты. Короче, такая была коллаборация. А потом мы уже научились пользоваться LSDJ, прикупили геймбой, и спасибо STN, что нам их продавал. Вот такой релиз, все это вы можете бесплатненько. Абсолютно лайтово скачать с сайта bliplav.ru. И через день на лейбле в 2011 году выходит мой релиз. Неон Мьютик я тут вообще оформил в стиле диска и нагло урвал себе Черезарда. Короче, такой был релиз. Знаете, что еще? Я подумал, будет очень приятно, если вы напишете свои истории, когда и как вы познакомились с лейблом, когда вы узнали о Блиплав или, может быть, о Vrooms SSSR, потому что у Vrooms SSSR тоже есть сайт, и там больше релизов проекта, чем на Блиплаве, потому что не все выходило на лейбле. Я издавался еще на всяких разных нерусских лейблах, и на русских тоже. И, короче, все везде разделено. Так что пишите, когда узнали про пищалки, именно с тем, что вот от меня хоть как-то зависит или со мной связано. Алекс Огри будет, тут вообще несколько релизов очень интересных. STN Dealer. Да, в 2010-х годах реально ВКонтакте была группа LSDJ, ее вел Паша Йоки-Токи и STN. И там можно было у них узнать, что про ромы, и у STN были геймбои и картриджи на продажу. И геймбой он модил, красил корпуса. Короче, прям вообще прикольно себя вел. С этого релиза, это первый такой серьезный релиз в LSDJ от меня, потому что тут сразу есть этот кавер на зомби. У меня тоже есть тут чипстеп, есть кавер на Зана, кавер на Мегамен. Здесь, наверное, вот самый классный трек – это Good.
Вот он мне, наверное, нравится до сих пор. Все сейвы похерены вообще, ничего нету. Было бы прикольно, конечно, подтянуть звук. Так, и чё, разведчик монетки скинул на хорошее настроение. Большое тебе спасибо. Так, Дейтон, Врумс, ты сам не заливал все это на торренты? Нет, я никогда ничего не заливал на торренты, я не умею ими пользоваться, если честно. Ну, в обратную сторону. Когда-то было, по-моему, Владимир Конторин заливал, но он все удалил. Ну, вот такая мелодия до сих пор мне прям очень нравится. А, Это слабый релиз. Тут типа две таблицы, дай боже на все. Но приятный, это, знаете, вот когда у тебя только что-то получается вот почти как ты хотел, а ты еще не знаешь, как ты хочешь, потому что не умеешь и нету бэкграунда, то прям этот мотивейшн и азарт прям прет делать, делать и делать. И если посмотреть чип-вики, статистику, то за 2011 год у проектов было релизов 5, у кого-то 6, 12-13 5, 4, а потом с 2015 года там альбом раз в 2-3 года. Вот такие приколы. Так, про торренты. Сейчас, по-моему, есть на торрентах только от МНМН лейбла. Я делал им компиляцию Best of Rooms СССР, и вот она есть. А всех релизов нету. Если кто-то хочет, может, друзья, bliplav.ru, скачайте все релизы, сделайте раздачу. Вообще буду благодарен. Я, честно, не умею. Так, некто на Ютубе попало. Тетрис среда понравилась в реках, так и подписался на канал. Крутяк. На этом релизе есть кавер на Тетрис. Раз тут есть ребята с канала, давайте его послушаем. Я его вот лет 8 вообще не слушал. Называется он Тетери. И это тот же популярный в те времена чипстеп. Так, чуть погромче делаю, надеюсь, вам слышно. Мы тогда ничего не мастерили, мы не умели. Вот, вот такой мрачняк. Но здесь есть кавер на Крембрис, который очень прям, по-моему, хорошо зашел. Я на какой-то сборник его закинул. И по поводу популярного в те времена чипстепа, я помню, один Федя Космопоп, который никогда не использовал этот прием, типа вобл бас, ругался на всех и говорил: вы сейчас вообще в каждой пиликалке засовываете свою воблу, фу, вы лошары надоели. Было, было смешно. Я вот по чуть-чуть помню каких-то историй. Буду вам рассказывать. Так, потом дальше пошел 2011 год. Это уже следующий мой релиз Forge Blip.
На лейбле временами много моих релизов, потому что я писал музыку, у меня было где ее издать, а ребят было сложно найти. В какой-то момент я знакомился с кем-то, это можно посмотреть сейчас по всей дискографии, и есть несколько релизов от автора. Потом человек пропадает, и новых релизов нет, и ты ждешь, и со всеми общаешься, и ищешь еще какие-то релизы. Итак, Арина Лицоева. Привет. Молодой человек начал интересоваться чиптюном в 2020 году. Пошло-поехало. И вот в 2021 году узнал про ваш канал, так как русскоязычный и многоинформативный человек вы. Вот так. Спасибо большое. Надеюсь, это должно быть приятно. Многоинформативный. Это про меня. Арина, скидывай свой LSDG трек. Всем чмоки в этом чатике. Бета-кам. Привет, хорошего вечера. Так, некто. У меня есть отстойный тречок с одной крутой партией. Наверное, ты нам его присылал. Я скидывал его в чатик. У нас миллион чатиков в телеге. Есть чатик музыкантов без посторонних, куда я показывал треки на сборник, который сегодня, кстати, Bleeplove Vol 7, вышел на всех стримингах. Надо будет вам тоже ссылочку показать. В общем, знаете, Яндекс, Spotify, Apple, и YouTube, все, что слушаете, пишите Bleeplove Vol 7 и добавляйте наш новогодний сборник. Вот сегодня, в день создания лейбла 12 лет назад, он появился на всех платформах. И, короче, мы, возможно, послушали твой трек, он не факт, что был очень крутой. Так, БТК, вопросики. Морковь, всем мурмур, поздравляю с днюшкой. Спасибо большое. Так, не буду. Хорошее воскресенье, качает. Скидывай потом в Bleeplove, задавайте вопросы. Так, Fortune Bleep, вот слушал. Ой, да, кстати, Fortune Bleep, наверное, самый приятный трек с этого релиза. Он еще так и называется одноименно. Здесь есть кавер на панк-рок No Use for a Name, какой-то ужас про Джеймса Бонда, и Fortune Bleep. Опять же, все сейвы похерены. В те времена я не умел делать бэкапы сейвов в СНГ. Я, по-моему, писал это все на PSP. И после записи PSP через провод в линию ноутбука, и просто все сейвы слетали. И, короче, всех этих релизов у меня нету. Но вот это, правда, классный трек. Насколько я помню, он мне... Какие-то у меня приятные о нем воспоминания. 2011 год. Офигеть. Ну вот, как-то так. Синтеза, конечно, тоже никакого, но здесь уже были арпы. Ну, хорошая мелодия, даже какой-то там разгон, бас в октаву. Бочка бас от Пиксель Боба. Короче, такой вот, я не знаю, EP. Четвертый релиз, 2011 год, проект «Пустая юность». Вот тут его фотография автора, он еще граффити тогда рисовал. Тут есть путеводная Данди, Ниндзя, Катана, Геймбой, Сизова и Вспомни. Я, если честно, вообще не помню половину релизов, потому что поначалу очень хотелось больше сразу и много, и, так скажем, ОТК было такого сомнительного качества. Это не совсем плохие релизы,
Но не факт, что я бы их точно выпустил сейчас, поэтому пацаны нормально тогда влетели. Так, давайте попробуем отсюда что-то послушать. Так. Ну вот, наверное, трек «Помни» будет окей. Но я вообще не помню. Ну, такой сразу боевик Fruity Loops 2011 года. Ну, мелодия тут интересная есть, но на этом как-то все. Так, что там ниндзя? Блять, просто 8 бит. Я не курю. Пустая юность. До сброс, блять. Опа, опа. Какая музыка-то пошла. Как в Супер Марио, да. Ну, такой мрачненький, короче. Мрачненький релиз. Но, по-моему, пустой юности релиза 3 на Блиплав. Чувак был прикольный, я не помню, откуда он. Но, короче, интересный. Лома волокно нет, конечно. Айскрим это не его проект, Айскрим был. Этот играет трек Артема Space Cosmo. Witch House и Space Cosmo, скорее. Ну чё, 11-й год, что вы хотели? И тут я знакомлюсь с Алексом Огри, это я картинку рисовал. Чип Вендер, аж 10 треков на полчаса Блиплав Vol 5. Тут я помню, офигевал с того, что Огри крутой, потому что он уже играл с Children of DOS, и вообще он взрослый, и пораньше нас во всей этой сцене. И точно тут хит Twisted Vendor. Прям вот вообще хитяра. Прям это old school. Ну и по поводу картинки, как рисовал спрайты из игр, воровал и компилировал. Короче, Алекс Огри, он еще был немного помешан, как и Федя в те времена, на Индии, и у него есть такие очень всякие интересные мотивы в треках. И название вот есть, я даже не знаю, как это прочесть. Короче, есть, у него, по-моему, был релиз, где все треки назывались названиями индийских специй. И, по-моему, Sense еще здесь интересная композиция была.
Ну, это прям хит. 2011 год. И тоже там вобла, короче, пошла. Дейсон, когда Алекс Огри увидел вживую, целовал в засос. Это наш Эльтрон. А, Хена, альбом на Блиплаве. Не знаю, сейчас посмотрим. Я не помню очень много. Был еще период времени, но мы до него дойдем, когда я не занимался лейблом. Я вообще думал, что я уеду из России и больше никогда сюда не вернусь. И лейблом занималась Ки Йошика, и она очень много всякого интересного сделала, о чем я, в принципе, знаю не все. Не все и не до конца, и не все контакты у меня есть. Короче, Алекс Огри, друзья. Так, Арина, Дейсон, вы пиксель-арт рисуете. Где-то я вас видел. В клипе у Баскова. И в видяшках у Сындука. Я всегда люблю так про Дейсона говорить. А дальше, короче, 2011 год, пипец плодотворный, смотрите. А дальше я собираю первый сборник. Bliplav Volume 1, Various Artists, по-моему. Dispec 64 этот артист жил со мной в маленьком городе. Короче, я его случайно нашел, и оказалось, у него есть... нет, вру. Это, короче, чувак из маленького города, он что-то поделал с другими чуваками, и больше мы его не видели. Тут я знакомлюсь с STN и мой сосед Lao Tzu, они выпускают совместный тречок, после чего выпускают совместный... потом Стресс дает нам крутой релиз. Как раз Огри, Йова, Зан, Next Space, это из Беларуси чувак. И вот Space Milk, вот это чувак из мелкого города, которого я уже знаю, я у него, по-моему, что-то там ездил спрашивать за картриджи. Так... Чё отсюда послушаем? Надо для начала его найти. Ага. Они все внизу. Так, Bliplav Vol 1. Ну, тут точно крутой STN и мой сосед Lao Tzu. Прям вообще четкий. Вот такой вот крутой, реально, я услышал, подумал, вот это мы могем. 2011 год, все тот же, самый первый год лейбла. Ну и, наверное, трек Bliplav от Зана тоже тут должен быть какой-нибудь классный. Вообще, классика, я им спамил все посты, которые только мог, потому что в 2011 году Контакт еще пользовался хорошей репутацией, и мы спамили все группы группами.
тут это звучание как Everybody Die, вот такой классический чиптюн Зан. Он еще тогда через сердечко писался, меньше 3. Вот такой вот зан колотушки. Сейчас я сделаю себя чуть потише. Вроде вернул. Надеюсь, у вас все работает. Короче, да, крутящий. Так, куда Лао Цзи делся? Короче, там их 2, я с Андреем только дружу, Андрей Гонда. Короче, все хорошо. По-моему, он писал последние пару лет назад, может 3-4, когда мы общались, он писал биты за бабки, и, короче, все у него круто. Они дружат, короче, все нормально, ну, видимо, это подрос, перерос, приоритеты сменил. Ну, короче, все круто. Володя Хромов, пора писать альбом. Я тоже так считаю. Давайте больше релизов, друзья. У меня в очереди есть несколько релизов на Bliplav в этом году. Это же вау, кайф. Потому что до этого года 2-3 был сборник и релиз. Ну, типа релиз в год. И я думал, на кой этот лейбл вообще? Зачем за это платить еще? За облака и за домены. Но что-то происходит. Давайте это оставлять. Так, альбомы нужны, пишет Дейсон. Так, классический, хороший зан. Врумс, поясни за Ice Cream. Ice Cream играл с контроллера на компьютере всякие странные гличевые и танцевальные мелодии. Играл с Форестом, турил с нами немножко, но года после какого-нибудь 16-18 мы с ним особо не виделись. По-моему, он в Питер переезжал в какой-то момент. Я уверен, что он тоже занимается музыкой, у него все хорошо. Где-нибудь какой-нибудь контакт у меня есть. Думаю, так. Драмофон. На одном из сборников видел артиста Together We Are Robots с очень крутым треком Ghost Stories. Что с ним сейчас? Ты можешь найти его в этой соцсети с картинками. Короче, он крутой мужичок, бородатый, такой пухленький. Он играет на гитаре свои странные вот эти бардовские, короче, песни. У него очень классный тембр, он очень харизматичный. И он раньше делал аранжировки с геймбоем. Чего с ним сейчас, понятия не имею. Это Bliplav Vol 4. Мы дойдем до этого сборника. Мы пока на первом. Bliplav Vol 4, вот он тут, бонус-треком. Я еще сомневался, брать его или не брать. Но потом у меня случилась какая-то неприятная грусть, как обычно, и я послушал этот трек и понял, что он вообще необходим. Короче, и я его взял. Это 2013 год, поэтому, если честно, что за 10 лет произошло, я не знаю. Но что он был, что он есть в соцсети с картинками, и мы общались, это я помню. Чем сейчас занимается, не подскажу, но, короче, найти его можно. Так, монетки. Морковь, с днем рождения, то ли еще будет. Спасибо. Спасибо большое за монетки. Друзья, половина донат-бара. Великолепно, я и не рассчитывал. Короче, так. Хай. С хэппием. Зен, спасибо большое. Так, надо как-то, я не понимаю, нормальный темп? Мы все успеваем. Особо торопиться некуда. Хочется с М8, но я напьюсь шиповника к тому времени. Space Milk, Pixel Destroy, вот как раз из маленького городка. Мой знакомый, и он вообще ничего, по-моему, знать не знал о российской чиптюн-сцене. Он слушал 8-Bit People, каким-то чудом у него был картридж без USB, там 32, чуть ли не с сайта оригинального, куплен, заказанный, и я у него выпросил релиз. Так, сейчас будем его искать. Это Space Milk. Я смутно помню, что тут. Ну, давайте. Тут есть смешное название Коломбо, бонус-трек. Вот давайте его послушаем.
Мы так забавно еще оформляли все это для дисков, хотя диски один раз печатали, и то паленые. Мне кажется, сейчас эта композиция для какой-нибудь игрушки атмосферно-фоново отлично бы зашла. И это было бы интересно. Короче, реально вот это оформление. Совсем заигрался. Спасибо большое. Драмофон, монеточки, совсем заигрался. Большое спасибо. Так, разведчик, 40 минут, и мы только на 2011-м. Думаю, нужно еще пару-тройку таких стримов по пятницам. Да не, мы все это быстренько сейчас пройдем, я думаю, часа за 2 в общей сложности. Справимся, потому что потом релиза будет намного меньше. Ну, мы же не будем еще целиком сборники слушать. Тут что я хочу? Чтобы вы поняли, что есть сайт bliplav.ru, есть через дефис, есть через ком. Короче, я, по-моему, все эти домены оплачиваю, и все они переадресуются, короче, на bliplav. И здесь все можно бесплатно скачать. Тыкнули и скачали. Что-то есть на стримингах, можете нас поддержать. Но большинства этого нету. В 2011 году вообще речи не было о стримингах как таковых, и тем более, чтобы на них попасть. Это типа какие-то агрегаторы, это было так сложно, что мы вообще вряд ли мы это умели. Так, это первое. А второе, что вы можете скачать флэк с Bandcamp, а еще что... Вот смотрите, это все это культур-мультур по-настоящему прям, это работа, это все люди, это все, короче, есть в чем тут приколоться. Так, сейчас я браузер подрастяну. Вот так. Дальше. Kawaii Kills это будет, вот его тут видно. Pixels Destroy, а я не помню, чей это, но не мой. Дейсон, идея для видео, ставлю чиптюн треки своей маме. Круто. Осталось, короче, воплотить. Пиксель Боб, привет. С днем рождения лейбла, проекта и всего причастного. Спасибо большое, ждем от тебя новые релизы. Драмофон, остались какие-то физические издания? Вряд ли. Мерча у лейбла было раза 3. Были футболки. И вот были диски, но они были паленые, мы их типа на каком-то принтере какого-то мужика по объявлению году в 2012 там печатали, чуть ли не сами вырезали с бумаги эти обложки. Фигня это, я, по-моему, все раздарил. Какие-то конкурсы были. Я помню, делал значки. Короче, нормально, мы не тиражировали. Тут стоит понять самое основное еще, что Bliplav — это не коммерческий интернет-лейбл. Типа все релизы бесплатные. Bandcamp — это все донаты, то есть они все бесплатные, нету релиза, который нельзя скачать бесплатно, и это никак не монетизируется до сих пор. То есть, короче, вот 12 лет я имел с лейбла денег не знаю сколько. Ну, Ки, по-моему, чуть-чуть заработала, потому что она делала мерч для сборника. Она собирала крутой сборник. Это я все по статистике Bandcamp узнаю. Chipbreak in the Cloud, и тут очень крутые исполнители. И она его как-то активно через Facebook, и диски, и майки. Короче, вот тут были какие-то деньги, но опять же, какие? Ну, типа какие-то, а в остальном все это фигня. Вот. Давай по уникальным артистам, хайлайты мы и так знаем. Сейчас дойдем. Санскрипт, привет. Pixel Bob, кассеты были, у меня есть. Точно. Когда я в Geektrip работал, мы специально для вот магазина Димы я делал спешл, Bliplav спешл, и были кассеты. Но кассеты я уже делал хорошо, это уже за бабки. Но мы их продавали, по-моему, рублей за 300.
Короче, я делал для Врумза кассеты и для Блиплав кассеты Special for Geek Trip. Вот магазин. Вот это были, да, это круто. Блиплав спидран. Дейсон, ага, некоммерческий. А как же тот самый пост про лейбл Блиплав и его жадность капиталиста? Ну, так это на Фейсбуке, в России-то. В России это никому не интересно. Так, короче, идем дальше. The Trick, по-моему, это проект из Красноярска. Или Краснодара, я смутно помню. Очень прикольный чувак, очень интересный. Александр. Но что-то потом мы разбежались, но у него очень много крутых релизов. Но это я перепрыгиваю, потому что вот, 2011 год. И пусть пищалки не утихнут никогда. Санскриптус, спасибо большое за монетки. Пусть пищалки не утихнут. Но будем надеяться, качайте и ставьте себе в машинках. Короче, второй сборник, смотрите, тут уже более серьезный, уже 9 исполнителей. Ксяо в России, я помню, он принимал участие в каких-то сборниках, вообще фиг знает кто, откуда. Трека 4 по интернету соберем и все. Тут появляется Балунбир. Наконец-то я дружу со Снорком, потому что мой следующий релиз Тороти и Дороти выходил на 8 Petersburg. Next Space, Космопоп, Зан, Алекс Огри, Врумс и наш любимый Милкдроп. Я думал, что я удалил, кстати, его композицию, потому что человек он так себе, но, видимо, любовь к искусству во мне сильнее, чем межличностные отношения. Короче, что тут интересное? Ну, даже не помню. Какой крутой трек со второго сборника? Что думаете? Так, Драмофон, да, у меня был плейлист гик-трипа в ВК, сейчас, так понимаю, даже их не достать. Слушай, не знаю, я с контактом дел не имею. Если Красноярск, то привет. Так, разведчик, давай Снорка. Слушаем Снорк. Это его первое появление на Блиплав. У него тогда был свой лейбл, он жил в Питере, 8 Petersburg. Короче, Снорки. Напоминаю, что это было 12 лет назад. Мне кажется, мы еще посмотрим прогресс отечественный, не только чиптюн-сцены, благодаря вот такому беглому просмотру. И Дейсон, короче, напоминает, Everybody Die, это топ, это вообще топ. Сейчас мы его включим. Давай Балунбира, давай Снорка. Пиксель Боб, Кракт альбом слушали. Мы идем по порядку. Сейчас 2011 год. Еще ничего не слушали. У нас второй сборник в очереди. Так, Драмофон в плане кассет. Смотри, все эти приколы обычно. Короче, сейчас послушаем Everybody Die. После этого, но тут я должен спич затереть. Ничего не изменилось. Это как в телеге. Типа я вот делаю опрос. Нужен вам мерч. Скупите. И 100 человек тыкают «куплю». Я делаю мерч, 100 футболок, и говорю, покупайте. И знаешь, сколько покупает? 1, 2, все. И, короче, ничего не меняется, и сейчас точно так же, поэтому все, что я делаю лимитированно. Типа даже вот эти футболочки. Мой мерч. Спасибо Сашу Акулову за дизайн. Короче, это всегда лимитированная версия, это всегда деньги из кармана, они нифига не окупаются, прибыли тут вообще нету. И
Типа делал 10 штук, продал 10 штук, а потом через 12 лет люди пишут, а где, короче, кассеты купить в Гиктрипе? А я когда их делал, писал, чуваки, я делаю 50 кассет, покупайте, лимитированный спешл. И вот ничего не меняется. Короче, слушаем Zana Everybody Die. Причем Дейсон говорит, хватит хайлайтов, и сам такой, давай супер хит слушать. Ну давай послушаем. Супер хит. Ну, я даже это видео, не помню, монтировал. Ну, это вот период, когда Зан от прямых бочек и чиптюнов веселых перешел в чипстеп, и тут он плавно от него переходит к своим волкинг-релизам. Так, Vroom the SSR Hero, это вообще год 18-й, послушаем. Некто взял бы футболочку, а вот надо было брать. Короче, реально, постоянно бешусь. Это вот так же, как про стримы, типа, в какую игру будем играть? 50 человек такие, давай. В Марио я начинаю играть, и смотрят двое. Вот я начинаю думать, что эти опросы тупо не нужны, то есть людям вообще не интересно, главное тыкнуть вопрос. Так же и с мерчом. Поэтому, если вы видите, что артист что-то делает, особенно какой-то такой маленький, из кармана, без, продакшенов и прочего, то покупайте, если хотите, потому что потом этого просто не будет. Так, у Санскрипта 2 футболочки, ну их покупали. Послушали интро, дальше не будет. Дальше будет Wobble Bass. Короче, готово. Ура! И мы переходим к 2012 году. The Trick, новое имя. Тут, я думаю, можно и по одному треку слушать, что не сборники. Трик крутой, мне вообще очень понравился, и звучание у него было интересное. Не знаю, вот Horror Park, например. Тоже отлично бы для игры зашло, мне кажется. Ну давайте тут еще и с котиком есть. Favorite Cat. Вот такой вот трик открывал 2012 год. Он, по-моему, и какой-то был художник, знаете, когда на проекторах в то время только начиналась мода, это было популярно, типа, когда машины презентовали какие-то вещи, ставили несколько проекторов и ими делали объемные
штуки на каких-то фигурах, которые в тряпкой были или белые стены. Короче, вот что-то он такое умное делал и какой-то генератор музыки свой создавал. Короче, прям крутой был. Чувак кучу релизов мне дал. Так, 3/4 пошли, квадратный кик. Да, для игр это реально точно. Идея для видео, пишем 13/8 в LSDG. Ну, можем себе позволить. Надо темп ускорить и, да, H везде ставить. Вообще пишем в LSDG. Я делал такие стримы, так их тоже никто не смотрит. Поэтому я не очень понимаю, как это все работает. Короче, перемещаемся дальше. 2012 год, смотрите, какая продуктивность так и прет. Алекс Огри и Врумс СССР. Мы выпускаем альбом «Сплит». Это называется 5 треков через один. Я даже не помню, что тут. Короче, давайте филинг Алекса Огри слушаем. А вот тут обложку я рисовал тоже из пикселей. Еще думал, стрёмно делать шприц или не стрёмно. Но он весь такой, типа, грустненький, потому что он, типа, это что-то о любви. Такой. Альбом с челкой. Короче, походу самый эмо-трек у Огри я включил. Так, а у меня тут вот классный Winter Robots. Я помню, что он мне прям нравится. Сейчас как раз зима, нормально. А еще в первом Тетрис, во втором Фонтан и Меч, а в третьем Арканоид, да, когда отлетают и разбивают. Короче, вообще 12-й год.
Но потом там танцульки какие-то. Но помню, было прикольно. Воблы, все, я от вобла отошел. После 12 года... Не, я потом сделал Lazy Song. Короче, не так много у меня было воблы, как у Зана. Разведчик, сейчас в Тетрис-чате тебя поругают, что фигурки не того цвета. Ну, было дело. Но это с Game Boy Color. Просто на цветном экране непонятно. Так. Не, у нас прикиньте, я все это выкачивал, чтобы включать. Не, у нас сегодня план хардкора. Короче, дальше. 12-й год, Стресс TN и мой сосед Лаудзи. Вот. Тогда, видите, мы что-то так хотели, походу, все издавать, что у нас были сплошные сплит-релизы. Типа очень мало у кого было своих. И здесь очень прикольная обложка. Робокопов рисовал. Он, кстати, рисовал первый логотип для лейбла и мне обложку какую-то. Короче, прикольно с нами общался. Я сейчас тоже в соцсети с картинками с ним общаюсь. Короче, STN тут еще свой панк играет. И давайте Лаудзи послушаем, может быть, Sparrow. Прикольный трек. Так, это... Сейчас мы попробуем найти. Вот. Нашли. Heroes of Times. Sparrow. Да. Ну, мой сосед Лаудзи это вот такой MIDI-core. Достаточно панковый, прикольный релиз. Покажи первый логотип. Сейчас покажу. Я с ним очень долго жил и менял его. Я бы так и не делал никакого ребрендинга. Это вот во времена, когда Ки занималась, управляла лейблом, она сделала ребрендинг. Я вообще не тратил на это время. Вот этот логотипчик новый, маленький, зеленый, как новый. Короче, она за него еще бабла там отвалила кому-то. Я сегодня я чатик Блиплав в телеге сегодня поздравлял, и вот первый логотип, вот такой. Вот это Робокопов рисовал, насколько я помню. Вот так. Какая красивая обложка. Обложка помню, трек не помню, я тоже. Я у половины этих релизов вообще не помню, что внутри. Сосед Лаудзи кайф. Вот если бы они это все живьем играли, я им, по-моему, как первый раз услышал, это предлагал, вот это было бы действительно круто. Ударка миди, это все миди, там вообще ничего живого нету. STN, приветики. Робокопов с Ростова. Да, но сейчас он куда-то уехал, и я с ним тоже в соцсети с картинками общаюсь. А чем лого новое от старого? Ну, ремастер, ребрендинг. Смысл-то не меняется. Мне всегда нравилось, что у нас есть мальчик и девочка, типа мы всех для всех все объединяем, блиплав, мы все любим пищалки, вот смотрите, круто, слушайте. Ну, очень грубо. Что, типа, все для всех. Антипиксель, да. Короче, друзья, как бы нам не хотелось, но час прошел, поэтому пауза. Ставим чайничек, гоняем воздух туда-сюда и возвращаемся. Писать MIDI-гитару это жестко. Не, это так же, как ты что-то пишешь, только чаще, типа 16-ми, и вместо звука пищалки кидаешь туда сэмпл гитарки. А еще, может, ты когда-нибудь развлекался, была такая штука Guitar Pro, и там, если подключать RCE, Real Sound, что-то там, Emulation, то, короче, вообще нормально звучит. Вот году в 12-м, по-моему, GTP 5, вот я думаю, что-то из этого. Так, некто пошел, режим, салют. Сколько брейк длиться будет? Да, буквально 2 минутки я это сделаю, то, что не делаю на камеру, довернусь. Я стараюсь, тут же разный возраст, короче, я стараюсь не гонять воздух на камеру.
Давайте буквально 2 минутки и продолжим. Некто, короче, не будь слабаком, это только 12-й год. Все, поехали. Чек, 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 друзья. Возвращаемся. Бокалы обновлены. Все хорошо. Так, Дейсон. По приколу, без хуманайза, гитары. Короче, сложно. Звучит так себе. Ну, да, но, блин, это все технические ограничения. Знаешь, на протяжении всего времени я слышу в 99 случаях только позитивный фидбэк о проекте «Мой сосед Лао Цзи». Только хорошие, короче, комментарии, и всем пофиг, как это звучит. Поэтому я реально считаю, что пусть лучше ты используешь те технические фишки, девайсы, устройства, короче, технологии, все, что у тебя есть сейчас, чем искать что-то вот нет, геймбоя, не буду эмулятор трогать. Все фигня, вот. Берешь MIDI-редактор и фигачишь классные релизы. Вот, думаю так, рюкзак собран. Электрогитара должна звучать грязно. О, тут будут мои первые релизы с гитарой, по-моему. Может быть, на Блиплав я издавал такую гадость, когда я ничего не умел записывать. Так, мы
Продолжаем. Стена мы отдельно потом послушаем. Интересно, будет у него что-нибудь? Думаю, будет. Проект Living, 12-й год. Какой-то где-то в каких-то кругах популярный музыкант каким-то чудом с ним связался, он мне дал релиз. Тут есть трек со словами. Короче, но мы его слушать не будем. Послушаем что-нибудь другое. Сейчас давайте посмотрим. Хотя словами прикольно, но он, по-моему, там матерится немножко. Поет про водку. Я такое слушать не хочу. Beat and Bass. Нормально, давайте попробуем. Что помню, что это проект не из России, но русскоговорящий. Короче, такой вот хардкорный, интересный, заводной. И там есть трек с вокалом. Короче, прикольный ливен. Вот. Послушайте. Так, Долбит, Гетос, привет. Санскрипт М8 показывать буду. На камеру говорить буду. Ну, будем пробовать. Что-то там я потыкал днем, покажу вам и что-то потыкаем. Так, продолжаем дальше. Simple Abstraction в Rooms SSSR. Вот это тоже, по-моему, Робокопов мне рисовал обложку. И здесь есть Kawaii Kills. Здесь есть Zata D. Здесь есть Neo Tokyo Poster. И Оки Гона, который Балунбир сказал: не, ну вот это вообще что-то новое, вот это круто. Грустнейший абстракшн и какой-то интро-мони. Ну, не знаю, пишите сами, что отсюда послушаем. Это релиз, который, я помню, пытался даже кто-то, не я, но помню, мне писали, пытались на 8-Bit Peoples отправить. В 2012 году они работали, но, походу, там уже все загнулось. Что-то такое. Драмофон. После последнего видоса с новичками чиптюн-сцены подписался на канал Лаама. Иногда слушаю недельные биты. Кайфовый чувак. Да, Лама классный. Под Simple Abstraction, помню, маслом учился рисовать. Сколько лет вообще лейблу? 12. Мы смотрим релизы за второй год, 2012. Ну, что, тут вообще 3 хитяры в этом. В этой эпихе 3 хитяры. Вот. После последнего видоса с новичками чиптюн-сцены. А что за видос? У кого видос? Я на Ютубе, кого вижу из музыкантов, с кем когда-либо где-то общался на форумах, я всем что-то пишу, там лайкаю, короче, они добавляются по чуть-чуть. Ну, тупо топ-альбом. Тут все ясно. Это да, но давай что-нибудь послушаем. Ну, давай. Kawaii Kills. По-моему, это первый
первый трек, после которого я подумал, блин, кажется, я понимаю, как, короче, типа, работать с LSDJ немножко нестандартно, и после этого трека я как будто поверил, что я могу, короче, делать чипбрейк, к которому я потом приду, потому что я всегда хотел его делать, но понятия не имел как. Ну, короче, вот, давайте Kawaii Kills. Вот такой вот. Там дальше разгончик, потом в квинту, короче, соляк и еще раз то же самое. Да, у меня есть сейв половины из этих треков. Короче, да, я их ставлю. Мне нравятся, они круто звучат, я их переделываю иногда, и все круто. Spotify пишет, что UUU релиз послушали 98 раз. Круто, спасибо вам большое. Так, Kawaii Kills — один из любимых треков в чиптюне. Мое почтение. Спасибо большое. Да, ну вот такой переломный момент, когда я, кажется, понял, что можно не бочка-бас, а бочка-бочка, бас-бас-бочка. Что-то типа такого. Короче, идем дальше. У нас тут сольник, 12-й год, Next Space, это Беларусь. 25 минут. Давайте искать. Здесь давайте послушаем Toys. Ну, вот такой вот. Там, по-моему, весь релиз такой озорной и заводной. И я помню, привозил Zana и Next Space в Питер на House Construction. Короче, было весело, и мы тогда Zana в 2012 году первый раз увидели живьем. И он, по-моему, купил ящик сибирской короны Lime. Короче, было весело, спал на полу. Так, то есть в 2012 году ты уже научился делать бэкапы. Мне кажется, в 2012 году я уже даже писал на геймбое, потому что Стресс мне картридж прислал, Зан мне какой-то геймбой прислал. Короче, у меня не было промода, но я уже, по-моему, писал на геймбое, соответственно, у меня были картриджи Smart 64 с USB, и я уже делал бэкапы. Да, это точно. Так, Мик Пирик, большое спасибо за монетки. Привет, а летом концерты будут? Это вопрос из доната. Я не знаю, как, короче, на это ответить. Слушай, если в моей жизни будет лето, и будет возможность сделать где-нибудь поиграть, то я обязательно поиграю. Вряд ли я организую что-то сам, но если меня кто-то куда-то пригласит, то с удовольствием. Так, какие еще интересные истории расскажешь? Да кто бы знал, что вспомню. Я тут не то чтобы прям совсем подготовился, я просто скачал все релизы
И настроил 2 окошка, М8 подключил. У меня настроение, если честно, не очень такое веселое. Я ничего не вспоминал, ничего никуда не записывал. Вот попутно что-то пытаюсь сообразить и вспомнить. Дальше. Пустая юность, 12-й год. Так, давайте попробуем. В папке треки называются 1, 2, 3, 4. Любовь в рожке. Давайте послушаем. Любовь в рожке. Короче, вот так. Это проект «Пустая юность». Так, дедушка твоей бабушки, большое тебе спасибо. Таки добренький вечерочек. Большое спасибо. Круто. Блин, донат-бар. Вау, я все проплачу. Как это радует. Так, куда делся Ice Cream? STN, смотри, Ice Cream – это, короче, название релиза у пустой юности, а Ice Cream, который I, не Ice, а I, вот, его мы, да, чуть раньше обсудили. Валерий, привет. Привет, привет. Так, ну смотрите, как мы ускоряемся. Дальше, Крахмал, все тот же 12-й год. 8-Bit Sapiens, это точно из России, русскоговорящий. Блин, откуда, смутно помню. По-моему, у них была какая-то тусовка в каком-то городе, но что-то она года через 3 куда-то там резко испарилась. И здесь, по-моему, все это такой веселый хардкор. Ну, давайте, что послушаем. Ну, давайте первый Jump and Dance. Должно звучать супер. Ну, название-то супер. Это Лазер Гоблин нам денег прислал. Прикиньте, большое спасибо. Это вот все оформления моих стримов и супершрифт. Это вот все Лазер Гоблин. Ищите ВКонтактике и в Дискорде. Короче, в лучшем виде вам все нарисует. Ну, короче, вот так. Слушайте, интересный релиз. Я помню, он мне тогда сразу понравился. В общем, Крахмал. В общем, это круто. Так, комментарии. Валерий. Так, вы видите, значит, это Лазер Гоблин. Короче, не надо в Дискорде. А тут, кстати, недавно у меня спрашивали по поводу шрифта. Вот, я отправил к тебе, мне сказали, списались. Так что очень приятно, что ты с нами. Так, вот STN знает, что Tune робот стал ломоволокно. Вот так-то. Был такой чип, тип турбочип из ЕКБ. Он был на лейбле. Да, когда была Ки, по-моему, в каком-то сборнике есть турбочип. Когда я с ним общался, что-то там как-то он мне не очень понравился. Но Ки взяла, есть какой-то его трек точно.
Круто. Дальше. Тут у нас продолжаются эксперименты. Проект TV on Not TV, Regime Game. Я точно не помню. По-моему, это проект из Эстонии. И это девочка. Она играет одна. Она, по-моему, басистка в какой-то группе. Короче, очень милая. Каким-то чудом мы с ней в интернете познакомились. И она собрала для меня... У нее были видяшки всякие разные. Она там, короче, прикольно по-всякому играет. Она собрала для меня релиз. И потом буквально через месяц мы почему-то перестали общаться. Короче, тут странный звук, но я помню, что он мне нравился. Ну, давайте послушаем. We Are. Такой one-man band, one-girl band. Вот такое звучание. Не исключено, что тут живые инструменты присутствуют. Может быть, записанные сэмплово. Но, короче, она прям такая музыкальная музыкант была. На студиях там тусила и все такое. Так, послушаем K5. Такой релиз есть у нас на лейбле. Все отлично. Я рад, я так и думал, что тебя порадует. Так, 12-й, это считай, что 2007, только более ламповый, что ли. Дейсон, так и есть. Рейсы и тусовки были крутые, но не было гопников. Овер, спасибо большое. Вау. Чуть ли не первый раз на стриме у меня донат-бар заполнили сверху. Вау, спасибо большое. Спасибо. Блин, гопники 2007. И еще. И драмофон 10. Ну, спасибо. Спасибо, пацаны. Так, СТН в 2012 впервые увидел часть питерской тусовки. Видимо, мы со стрессом тогда тоже первый раз живьем увиделись. Короче, угар. Так, поднимаемся. 2012 Трик. Здесь у него уже должно быть какое-нибудь другое звучание. Здесь... Что тут за треки? Painkiller, Free Fine, 4Dimension, New Drive, Inward Me. Ну, давайте New Drive послушаем.
Да, вот такое новое звучание у Трика. Здесь, по-моему, все треки вот в стиле такого рока видеоигрового с кавером на Painkiller. Так, Дромофон, прикольные обложки. Насколько помню, Александр Кривоус, по-моему, автор. И он все это генерил сам. Он даже в какой-то момент, по-моему, предлагал мне нарисовать клип. И мы даже сделали какую-то раскадровочку. Но что-то дальше дело не ушло. А теперь перед нами уникальный в России релиз, я вам так скажу. Не потому, что обложку к нему рисовал очень прикольный чувак из Нижнего Новгорода, не потому, что это Зан, а потому что этот релиз вышел сразу на 2 сборниках. На 2 лейблах, короче. На Bliplav и на Children of DOS. Потому что в 2012 году Кола активно стал тусить... Сан стал активно тусить с Колой. Короче, он привозил его в Нижний пару раз и все такое. И вот этот супер-релиз вышел на 2 лейблах. Включай 6. Хорошо. Так, а у Rooms СССР есть клипы вообще? Ну, прям официальных и хороших нет. Есть крутой, по-настоящему, видео кусок, который можно назвать клипом. Это проект «Юность внутри» на песню Хайова. А у Врумза, есть приколы, я в какие-то лего-человечки там покадрово снимал. И, в основном лайвы, откуда у нас в те года телефонов-то с камер не было. Серьезно, не то, что какие-то клипы. А сейчас просто нет ресурсов, делать плохо сложно. Есть целый YouTube. Так, включаем 6 трек Зана. Так, погнали. А мне тут лето очень нравится, да, отсюда? Да, вот лето, по-моему, уж вообще топовый. Чисто мое мнение. Пожалуйста, хотим 6, давай 6. 3. Нет, погоди. Тут 6 Better of Alone. Вы хотите? Вов. Нет, хотите Better of Alone. Короче, нифига, слушаем лето. У вас это мнение разделились? Это я немножко. Это я немножко звук испортил, но, короче, да. Вот такой Зан, здесь весь релиз шикарный. Энергичный. Да, это правда очень крутой релиз. Этому я очень рад. И, друзья, 19-й год, Егорушка, наш любимый Баллон Бир с релизом Prime. Первичный, превосходный, главный, основной. Вот так выглядел Егор, когда его релизил. New York Nights, then Placidity Eat My Neighbors, конечно, да, послушаем? Послушаем «Съешьте моих соседей». Так, Баллон Бир Prime. Интересно, отсюда пошли шутки про Егора Бочку. А еще тут есть, короче, файл readme, THT. Hi everyone, this one is my first album. И тут, короче, ссылки на U-Collective, на Chip Music, на промо DJ и масонский треугольник типа Bill из Gravity Falls, но тогда не было Gravity Falls.
Короче, я такую красоту сломал. Давайте я верну в середину трека, если получится. Ой, блин. Ну, очень классно. Классно. Спасибо, спасибо. Я забываю, очень сложно на одном экране, короче, везде тыкать. Совсем заигрался. Я забыл, что я хотел написать. Компот, спасибо большое за монетки. Короче, такой вот Егор. А, Так, Гетас, я заметил, что в старых играх было прикольное музло и звуки, которые и сэмплировать не грех, только в коде лазить не умею. Короче, можно в сорсах просто вытянуть звук или просто его снять и записать да порезать. Я думаю, тебе не обязательно программировать, чтобы своровать звук. Вот. Так, Драмфон довольно долго мучил вопрос. В Rooms СССР проект одного человека? Да, это я, меня зовут Йова. Я занимаюсь проектом в Rooms СССР уже 13 лет. Садись, следующий. Так, так, Компот. Некто собрал 2К, теперь точно спать. Акая, привет, привет. Так, набежала Тетрис поддержка. Благодарю вас. Короче, Егор. Ну, классный Егор. Поехали. Блиплав Вол 3. Смотрите, на третий сборник в 2012 году я уже вообще офигел. Буш, не Россия. Зан, I set my pixels on fire, не Россия. Steel 4M, не Россия. Микрокобра, не Россия. Гидротроп, не Россия. Another for Rabbit, не Россия. Это первая часть, которая LSDJ. И вторая часть. TV Not TV, не Россия. Куби, не Россия. Вот здесь Ice Cream у нас есть. Squirrel и Порно Узи. My Love is Pixels, не Россия. Fake Disco Club, не Россия. И Фиона. Вот тут первый раз к нам залетает, по-моему, еще с этим. Скорк, DS на DS, на DSi. Young Boy in Love. Кто такой улитка Буги, я вообще не помню. Но прикольно. Смутно помню. Но группа какая-то. И вот две обложки. Первая часть с LSDJ, вторая часть без LSDJ. Кто рисовал обложку, я что-то смутно тоже помню. Здесь снорк у нас есть опять. Давайте послушаем. Что послушаем? Надо включить чатик. Выбирайте, я тут, короче, не справлюсь. Это слишком много, я такое не помню. Как нас много? А нас много? А сколько народу смотрит? Мне пишут 7 человек. Но у меня постоянно почему-то YouTube, вот это там ожидание трансляции, народ в чате, он постоянно, короче, меня обманывает. Может, у меня разрешение стоит? 14. Почти рекорд, пацаны. Тетрис среда. Так, как у тебя функционирует лейбл? Ну вот, заходишь, скачиваешь, а я ищу да выкладываю. Все просто. Так, включай Куби. Окей. Алекс, официально вы распространяете музыку на площадке? В последнее время, да. В 2012 году площадок не было. Лейбл работает по лицензии Creative Commons 0.3. И это некоммерческий non-profit лейбл, net лейбл. Вот, все юридические основы тебе рассказал. У меня есть смежные права на все композиции, но они смежные, поэтому я ничего особо-то делать не могу. Так, Компота, как ты придумал логотип своего канала? А это какой? Это где котик?
Это художница придумала, это не я. Это морковь. 14 человек – это много. Спасибо большое. Итак, слушаем Куби. У него этот прикольный еще маскот, такой котик пиксельный. И что-то я еще про него могу рассказать, да, вот что не помню. Так, это Bliplav Vol 3.1. Как трек называется? А он со второго сборника. Ну ладно, значит, со второй части. Значит, нафиг первую. Television for Robots он называется. Так. Во, нашел. Ну, короче, такая вторая часть. Здесь не LSDJ, первый LSDJ, но мы решили, походу, оттуда ничего не слушать. Это ладно, но я ее включу, может, что-нибудь захотите. Так, как фанково, прикольно, прикольно. Так, Алекс, что еще? Лейбл появился, и лейблу 12 лет. Короче, ничего того, что я могу делать сейчас, тогда не было. И, соответственно, на релиз 2012 года мои договоренности сейчас не распространяются. Сейчас-то я вроде такой серьезный, могу всякое разное. Можем даже денег заработать, если напишешь хиты, которые послушает 1 миллион человек. А все, что было раньше, это история. Как минимум история российской чиптюн-музыки. Это типа 3-я волна, и пока я ее не планирую никому отдавать. Пока живем, пока вы смотрите, слушаете, пишете и поддерживаете, я думаю, мы отлично себя чувствуем. Еще и с Ютубом теперь, видите, как круто. Так, Компот ищет первое видео. Так, Ютубу моему 2 года всего, знаешь. Там у меня прическа покороче. Гетас, а как вообще пришла идея создания этого лейбла и названия? Значит, у меня появлялись какие-то релизы, которые было не то чтобы не стыдно, но уже хотелось куда-то выложить, кому-то поделиться. Мы отдавали релизы другим лейблам и поняли, что от этого очень мало профита. И я подумал, а почему бы не сделать свой лейбл, и сделал свой лейбл. А название я придумал как-то за пару минут, ну типа нужно название. Bliplav с китайского это пейджер любви. Как-то так. Ну типа были лейблы, Blip Street, всякое, Cheap Beats. Ну и я такой пиу-пиу, любовь, Bliplav. Очень мило. Короче, не особо думал, но мне все нравится. Отличный брендинг, я считаю. Так, Куби прям как Робокоптус. Гоблин недавно кота Феликса переигрывал. Там похожее звучание. Огонь. Компот пишет, что видео на ютубе 9 лет назад. Это неплохо. Так, разведчик просит Another Rabbit. Вот у Another Rabbit есть клип. И у него очень такая мрачная атмосфера в треке. Так что, возможно, вам понравится. Ну, такая долбёжечка и атмосферка. И долгий разгон, насколько я помню.
Короче, это долгий трек, потом там бочка и все такое. Кирпичи тяжелые, у кирпичей кирпов. Мы же из Питера. Короче, у них даже релизик недавно вышел, прям вообще хардкорный, олдскул хардкорчик, послушайте. Кирпичи прикольные, я их редко, но гоняю в плеере. И они, к сожалению, или к счастью, не чиптел. Так, Гедас. А вообще, сколько треков или насколько часто на альбомах есть треки с вокалом или сэмплами вокалов? Вообще редко. Сейчас часто, раньше практически никогда. Вообще это редкость, потому что это все-таки чиптюн лейбл, ну, 8-бит чиптюн лейбл, и у тебя технически нет возможности использовать вокал. Но есть, тут, возможно, даже есть мой какой-то первый рэп и какая-то гитара у ребят. Вот у Ливина есть трек с вокалом. Такое бывает. STN часто использовал сэмплы со спектрума. Но в основном это редкость, это не, типа, не канон жанра. Монетки. Володя, большое спасибо. Блин, вообще. Давайте так много накидайте, я заплачу в конце, как дед. Ух, ладно, я просто это уже... Второй бокал, скоро начну говорить лишнего. Так, Алекс, я все-таки по музыке в другом направлении, но поддерживать готов, считаю хорошим делом. Большое спасибо. Так, Драмофон, на Мулине есть трек с вокалом. Точняк, там поет Макита, мой любимый вокалист группы с ФСМ, я набил их татуху в 10 классе. Так, Дейсон, чекни мой релиз «Весна» или видео с онлайн. Вот. Сейчас реально много вокалов, потому что сейчас технически это легко. А в 2012 году у тебя есть 4 батарейки и геймбой. И не факт, не у всех всегда был промот, и типа, что ты там, куда ты там, как этот вокал. Это было очень сложно. Идем дальше. 12 год. Смотрите, как дофига релизов. Vrooms СССР, Панда, Айдлер. Что тут интересно? Тут есть кавер на куклы. И вот здесь есть трек с вокалом как раз моим. Но тут такой этот грустный рэп. Короче, я его слушать не хочу. Тут есть какой-нибудь другой более интересный трек. Даже не знаю, что мне тут нравится. I Don't Want To Die, который я 3 раза переделал. Ну, вообще тут тоже везде все просто. Ну, давайте Life Tax послушаем. 12 год, если честно, ничего не изменилось. По-моему, я его немножко потом... Я его даже играл пару лет назад, но я переделал звук. Тут все простенько, но мелодия общая в целом неплоха. Вот такой, как говорил Космопоп, опять твои эти свистелки-перделки. В то время совершенно, конечно, не запаривались над обложками, типа лишь бы музыку издать. Чё там, разведчик, хочешь кавер на куклы? Я думаю, весь интернет уже слышал кавер на куклы.
Давай чисто кусочек для тех, кто вдруг по каким-либо причинам это не слышал. Кавер на Иванушек Интернешнл. Вот такой вот. Так, познакомлюсь с миленьким лейблом. Возраст старше 12 лет. Да, смешно, смешно. Короче, так, движемся дальше. Смотрите, уже быстро. Снова «Пустая юность», 12 год. Тут есть... Очень странно, как-то обложка загрузилась. Киркоров посреди пустоты. Во. Горизонт посреди пустоты. Идея... Ну, что тут я вообще не представляю. Вообще не шарю, что тут может быть. Давайте послушаем трек. Киркоров, правильно? Не, Киркоров мне не нравится. Слащавый он какой-то. Подкрашенный весь, подпудренный, как баба. Весь такой... Одно слово — румын. Так он болгарин. Да? Какая разница? Фу, короче, вот так. Если честно, у меня уже начинает болеть башка от настолько большого количества несведенных пищалок. Это ж прям, блин, больно уже становится. Уроки чиптюнинга. Это тебе в гараж в соседний. Учим отчасти. Все еще 12-й год. Офигеть. Когда чиптюн станет модным, Киркоров украдет этот трек. Было бы неплохо. Где этот вопрос? Драмофон. Все годы будут такими, годы, такими хлебными, как 12-й. Не, вообще скоро это закончится. Дейсон, помню, там несколько ребят интересных нашел. Кислотно-щелочной банан. Вообще кто-нибудь сводит чиптюн? Сейчас все. И раньше половина не в России вообще никогда. Ну, последнее время, да, сейчас уже как минимум режут частоты от песка, и чтоб голова так не отваливалась. Короче, ищем трик BV. Что-то я это нормально поднажал. Здесь есть Red Bull. Давайте, Retro Bull. Давайте послушаем. Он прямо вообще время скейтпанка 2012-го. Ламповый ниндзя, привет. Это не несведенные пищалки, это не умение их программировать. Ну да, было в свое время и такое. А теперь используют эквалайзеры, да, воистину.
Дейса, надо понимать, что сведение это тоже особо назвать нельзя. Все-таки треки из коробки должен хорошо звучать, а сведение просто делает его приятным для слушателей. Ну да, типа частотными конфликтами бочки с басом никто не занимается, ничего такого. Просто у тебя эквалайзер сверху, снизу и хоруса побольше. Разведчик, вот бы собрать всех музыкантов с лейбла и устроить тусу на все выходные. Ну, слушай, был такой формат Forest Dump, мы пытались как-то вообще всех ребят из России собирать. Да, короче, что сейчас об этом? Живые, на том спасибо. Наконец-то. Нет еще, это 12-й год, да сколько ж можно-то. Короче, Rooms СССР, Lick My Stars. Художник Акузана на супер релизе Children of DOS и Bleep Love. Короче, это мой первый такой релиз уже без геймбоя. Типа я тут на компьютере писал. Здесь точно классный трек I Believe in Godzilla. Я помню, он мне, наверное, до сих пор нравится. Ну, еще крутое название Lick My Stars, тоже очень круто. Это все написано в Renoise, а сэмплы я воровал с VHS телевизора. Ну, с кассет, через выход для наушников на телек. И просто какие-то высотехи самые простые. Вот такой вот у меня был релиз. Я правда думал, что это 13-й год. А, в 13-м был с черепахой. Ой, тот плохой, этот хороший. Тут, короче, почти все треки звучат так. Дейсон пишет, давай уже М8. На самом деле, вот это Renoise, а Vrooms в М8 вот так же звучит. Типа, разница между Врумзом на Polyend и Врумзом на М8 и Врумзом в Renoise, я думаю, нету никакой. Вот теперь мне лишь бы опять к этому звуку не вернуться. Звучит смачно. Алекс, послушай, у меня есть релиз Chip Quake, он там в самом верху, он вышел в том году, по-моему. Вот там уже вообще все супер звучит. А это я еще первые эксперименты делаю. Компот. Почему лайков 22, а зрителей 13? Да, я думаю, никому это не интересно, но поздравить нормально. Пришли, поздравили, ушли. Геймгейт присоединился. Привет. Отойду, стрим не выключаю. Ой, спасибо. Главное, с чайником так не делай. О, да почему все 12? Это реально так было? Или... Вот это продуктивность. Так, друзья, Reboot Me, Space in the Place выходит на сцену. Я помню, что здесь Forbidden Planet был реально крутой трек. Или Lucky Strike. Вот какой-то из них мне прям вообще зашел. Здесь компьютер и контроллер. И сейчас Reboot Me вообще популярнее всех нас вместе взятых со своим проектом. Базу синты встроенный, sample pack с 2012 удали. Да, вот. STN правильно понимает, короче, о чем я. Дейсон, не все, плохое сведение ухудшит трек. Например, чиптю нельзя равнять по всяким анализаторам. Ух. Не буду в это вникать. Давайте слушать Reboot Me. Жалко, и Никея с нами нет, он вообще, по-моему, фанат Артема. Так, Reboot Me. Клево. Ой, монетки. Да, черт возьми.
Верните мне мой 2015 Кончитогост. Лады бобы, чебите. Спасибо большое. Фига, как ты так сделал свою озвучку. Я так не умею донейшеном пользоваться. Прям голос изменил. Круто. Спасибо большое, ламповый ниндзя. Мое почтение. Да, верни мне мой 2002. Наив Forever на груди. Это все такое. Короче, Reboot Me. Ну давай, короче. Вы когда не пишете название треков, значит, у вас нет истории, значит, я включаю, что я хочу. Но я не всегда помню правильно. Imagine yourself as one of the crew of this faster-than-light spaceship of the future, sharing their curiosity to know the unknown, their tension, their readiness for inconceivable adventure. Короче, точно другой трек. Вот этот Lucky Strike. Во. Ух, да, это, конечно, мощно. И это все 12-й год, офигеть. Леонид, у Reboot Me больше всего Horse Race нравится. Но это, наверное, в другом релизе. Что-то я вообще уже сомневаюсь, что мы до М8 дойдем, и я под стол не упаду. Короче, пошел за водичкой, второй час стрима прошел. Благодарю вас за компанию, благодарю за монетки. Короче, кайф. Давайте перерыв, перекур и попробуем, сколько можем.
Возвращаемся, друзья. Фу. Как пишет Дейсон, если вы не слеймились, то вы не шли на открытие метро рано утром из клуба. Так, Leave the Fox. Кстати, на сборнике Bliplav Vol 7, который на всех стримингах появился сегодня, есть исполнитель Blondie Mahavk, и это, короче, Leave the Fox. Но это не пример простого доброго парня. Короче, не смотри его соцсеть с картинками, но это вот Leave the Fox. Так, Дейсон, мексиканцев не было на лейбле. Был на релизе Bliplav Vol 7, который доступен на стримингах сегодня. Есть проект Нагори Боша, и это из Мексики чувак. Breakbeat, его точно не было, просто вспомнил раз вечер ностальгии. Короче, нет, есть, это вот Нагори Бош, он, наверное, самый понтовый, и это скорее чип-брейк. Брейкбитер. Ну, короче, смотрите, я опережаю все ваши хотелки. Так, о чем я говорил? Алекс Огри и I Set My Pixels on Fire. Тоже сплит-релиз, трек через трек, 10 композиций. И все тот же 2012 год. Ну, раз Огри мы слушали, давайте послушаем I Set My Pixels on Fire. По поводу названия он фанат группы. Ну, вы поняли. Так. Что у меня? 2 ребута. Давайте послушаем композицию видео Girl in a Real Life. Так, ну вы поняли. Sea of Dreams. Дейсон, видимо, заслушивался этим релизом. И да, это все еще 2012 год. Мой сосед Лао Цзи. 44 минутный полуформатник. Здесь есть кавер на The Cooks. I want to go to a seaside. Вот это вот все. Короче, я не знаю, что-то послушаем. Try to be someone. Наверное, интересно. Так, композиция номер 7. Прикиньте, вот такой 2012 год, и если бы они реально живьем это играли, вот это был бы вообще топчик в высшей степени. Сколько ж я релизов-то написал в 2012 году. Fine End, EP-шечка с такой нестандартной прикольной обложкой. Что тут интересно есть? High Sky, по-моему, прикольная мелодия. Да.
трек с геймгейтом на Konami, Second Hate, Звезда и Отмастеренный зомби. Ну давай High Sky. Такой чистый LSD-джей, ничего лишнего, вот это вот все. Дам. Вертикальная обложка до того, как появилась соцсеть с картинками. The Trick, друзья, 2013 год. Наконец-то. 7 композиций. Давайте. A Magical Place заценим. 27-й релиз. Это за 2 года 27 релизов замутили и 3 сборника. Такой вот звук, реально фоном. Кидай куда не хочу. Blip Love Happy. Это так, типа не сборника, надо было что-то издать. В Rooms SSR, STN и Zan с другой композицией под названием Love. Это вторая. Я думаю, их будет 3-4 как минимум. Ну что, у меня тут классный шоудаун, я точно помню, прямая бочечка, танцульки. Чё у Зана не помню, и STN есть композиция под названием «Скачки кротов». Мне кажется, надо обязательно это заценить. «Скачки кротов». Короче, такой классический драм-дубасный STN. Sky Castle пишет, Дейсон. И есть у нас на сборнике. Break in the Cloud. Давайте посмотрим, что у Зана за композиция. Ну, это вообще классика моя любимая. Я потом... это я за него, по-моему, доделал и издал, или что-то такое. Короче, я нашел его сейф, говорю, крутой трек. Короче, я доделал Зана трек, настолько было круто, что я говорю, чувак, на твой трек. Он говорит, это не мой, я говорю, твой. И что я, что Зан, теперь имеем сейф, который играем. Ну, давайте чуть послушаем, мне очень нравится.
Вот такая красота. Короче, у меня там провод отходит, сорян. Так, лучший трек Зана. Круто. Йоба, респектище. Благодарю вас. Лени Фан, приветики. Так, разведчик, сколько ж ты времени на это все убил? Ну, лет 12 получается. Обложку тут тоже я рисовал. Вообще, спасались как могли. Ну все, Врум, Зан тебе за этот трек должен половину своего бизнеса отдать. Да, пусть по кайфу. Для брата не жалко. Короче, вот это вообще супер легендарная вещь. Блиплав Vol 4, обложку тоже художник из Нижнего рисовал. Здесь 30 треков. И здесь трындец какие все крутые. Bosch, GameGate, Westboy, Awesome Force, Console Killer, Solar Bill, Leave the Fox, Chasing Blips, Balloon Beer, Duatiga Attack, Man of Mega, Alex Ogre, Bubu, Electric Children, Zen, Zan, Chainsaw Police, Star Pilot, DJ Catman, Skip Cloud, Z и Porter Robinson, Skip Sandwich DX, Vrooms, Misfit Christ, Joseph Эйтсон, Reboot Me, Холли Колли, The Trick, Orbital Strike, STN и Together We Are Robots. Вот это вообще, это, короче, была бомба. По-моему, этот сборник разлетелся офигеть как везде, потому что тут все крутые. Тут вообще супер, ни одного проходного трека. Все лютые крутаны, и у всех есть своя аудитория на каком-нибудь там Тумблере, Фейсбуке и типа того. И в 2013 году, по-моему, вообще весь мир, вся чиптюн-тусовка по всему миру узнала про лейбл. Вот это было круто. Давай 20-й трек. Мега Флэр. Качайте, друзья, это все бесплатно. bliplav.ru. А мы сегодня послушаем тречок, о котором говорили выше, потому что это, правда, похоже было на историю. А давай 20-й не похоже на историю. Тут есть тоже файл THT. Тут у нас... Тут написаны страны. Канада, United States, Богота, Колумбия, Британия, Индонезия, Нидерланды, Австралия, United States, Шведен, United States. Короче, вот такой наборчик, прикиньте. А слушаем мы Ghost Stories. Я открыл ТХТ, все исчезло. Это дядя из Сан-Франциско. Короче, там крутейший текст, классное развитие, потом повторяется эта мелодия с пищалкой. Ох, не, это прям очень круто. Звучит грустно. Трек из Portal 2 по радио. Да, я прям, короче, кайфовал под него, помню. Было скверно, я кайфовал. В остальном тут прям заводные, пробивные чиптюн мелодии. Прям очень крутые ребята. Тут прям самый прогрессивный чиптюн с 2013 года со всего мира. И вот нифига не преувеличиваю. Потому что не все эти Сабрипульсы, Чипзели, все такие, никто нафиг нам не ответил, но они нифига и не делали. А мы вот делали. Да, 2013 год, продолжаем. Вот это мой самый нелюбимый релиз. Надо бы его вообще удалить, как он меня бесит. Какие-то таски-то. Короче, у меня в жизни было все настолько плохо.
что на этом релизе я сломанными пальцами, упитый вискарем, с кровищей из носа, играл на треснутом планшете в приложении Easy Piano и прописывал это на какую-то тут песню под кривой геймбой. Короче, гадость редкостная. Тут есть пара прикольных композиций, хороший кавер на адаптацию пчел в чипбрейке. Тут есть фит с STN, кстати, достаточно интересный, он звучит как будто ост для какой-нибудь игры в снукер на NES. Muse Mikraken. Мне когда написали, что это очень крутой трек, в чем я не очень уверен. И тут есть скоп. Давайте я вам покажу скоп. Это вообще не чиптюн, это какая-то демка какой-то там очередной моей группы. В общем, я тут сыграл на гитаре и во фруктах что-то написал. Было так погано, что я не очень понимаю сейчас, что эта композиция делает на лейбле, но раз записал, пусть будет. Так, где это? Ну, короче, готовьтесь. Ну, короче, такая вот музыка 2013 года. Так, Стресс не помнит. Сейчас. His Tunes. Короче, Стресс, по-моему, прислал мне 4 квадрата каких-то пищалок, а я их, дописал и саранжировал. Что-то такое. Так, смотрим. Я понял, тут же по названию написано, типа, его мелодия, STN. Короче, нашел, кому трек прислать, и я его аранжировал знатно. Ну, короче, такой релиз, не знаю. Тут еще вот би-композиция крутая. Там пыльное пианино на даче, короче, на чердаке. Ну фу, это все для вас. Так, Ruby RK, 2013 год. Здесь есть Mortal Kombat Theme Song, Coins Drop и Rider Duster. Это прикольный чувак. Я вообще не помню, откуда он. Даже не представляю. Давайте... Это не тот релиз. Так. И это не тот релиз. У него 3 релиза на лейбле. Где он? Во, нашел. Давайте послушаем Coins Drop.
Вот такой 2013. CoinsDrop сегодняшний стрим, за что вам большое спасибо. Реально, у меня вообще все так себе. Стресс так меня еще никто не аранжировал. Обложка смешная, да, тут в какой-то бочке геймбои лежат. Я даже увеличил. Треки смешные, пишет Дейсон. Ну, блин, что вы хотели? И вот у нас, друзья, ребут Ми 2, 2013 год. Тут, по-моему, вообще попсовые песни. Calling Your Name, по-моему, вообще попса. Надо поглядеть. Такие какие-то наивные, простые, без негатива. Ну да, слушай, в 2013 году, мне кажется, мало было моментов, чтобы прям как-то негативить. Так. Так, ребут Ми, мейнстрим. Давайте вот первый трек послушаем. Ага. Дейсон, не реви. По-моему, Neon Dance тут попса. Да тут все попса. Тридцатый релиз на сборнике, 2013 год. Ну а дальше? Ну вот это прям красота. Это твистбой, это тусовки, поездки в Самару. 8 треков, Сашка Кучерявый, молодой. Ух, короче, тут есть Линкл and Икл. Почти на час релиз. И вот это вообще супер любовь. Кто не слышал этот трек, блин, вы не слышали Чиптюн в России. Короче, чистый кайф. Скрученный мальчик. Болотный парень. Разведчик, мне так нравится, что у тебя браузер переводит сразу выделено. У меня стоит расширение от Skyeng Vimbox, и оно сразу переводит выделенное. Да, потому что у меня сомнительный навык в языке. Lave the Fox. Party with Robots, 12 композиций. Это все Норвегия. Здесь вообще все круто. Но самый крутой — это, конечно, первый трек. Первый трек
взорвал мне мозг. Ну, короче, вот такая красота. Весь релиз такой шикарный. 2014 год. Rooms SSR Enclose. Тут все достаточно интересно. Rainbow я на гитарке играю. В Токио переделанный с хорошей аранжировкой. Over, мой любимый праздничный. Postline, вообще вырви душу трек. Каверочек на Balloon Beer. Time Loser, Punch и Do. Вот Punch тут появился, он такой, по-моему, задорный. Давайте Over послушаем, я помню, что он мне нравится. И это далеко не самая сильная композиция на релизе, но очень крутая. А еще тут очень классная обложка. Рисовала сова, моя подруга. И вот эту девочку с татухой, это настоящая девочка, это подруга художницы, ее вроде зовут Сора. Короче, она какое-то время была у меня маскотом. Очень прикольно. Приятный релиз. Я, по-моему, на нем первый раз пробовал что-то там экспериментировать, уже записывать через какие-то ламповые усилители, патефоны. Короче, что-то там такое мутил. Он неплохой. Реально его стоит послушать. Тут 4 композиции прям топ. Ну, давайте Over. Она мне прям... Что-то я помню, что она мне нравилась. Да, вот такой крутой. Так, давай гитару, раз вечер ностальгии. Ну, тут такая гитара сомнительная, я даже не помню. Это какая-то медленная, такая спокойная композиция, это не панк-рок. Она называется Dance for Yourself. Такое вестерн начало. И я перемотаю. Короче, вот такой тречок, местами гитара, но он больше как аутро. Это не пробивной хит. Это точно. Но релиз неплохой, мне за него не стыдно. Так, GameGate, Sea Ways. Сайт, прогружайся. Друзья, у меня сайт на WordPress. Может, если кто-то там это шарит, может, давайте его обновим уже. Про этот релиз, я помню, написал даже Кола Кит. Снюхай, бро, меньше, чем 3. Монетки. Александр Акулов, спасибо большое. О, нифига себе, какие деньги. Я таких не видел даже. Вообще, нифига себе. Спасибо большое, бро. Вообще от души. Очень круто. Спасибо. Короче, когда вышел этот релиз, не прям типа Кола написал про GameGate, а
Буквально через пару дней после постов во всех этих пабликах Кола написал: «Убейте меня, если я когда-нибудь выложу альбом с названиями заглавными буквами через хэштег». Я вот так вообще угорал. Короче, Коле не понравилось, а походу в то время вот этот... Что это? Sia Punk, Sia Wave, он был, ну, такой на самом хайпе, а Геймгейт у нас такой пацан, получается, хайповый. Что такое СЖВ, я, к сожалению, тоже, или к счастью, короче, тоже не знаю. Давайте... Я не помню, что тут за треки, давайте послушаем заглавный. Sia Waves. Ну, не зря же он, наверное, заглавный. Геймгейт. А когда Кола Кид выпускался на Блиплав? Никогда. Не было такого. Так, Ruby RK, второй его релиз. 2014 год, 6 композиций. Давайте послушаем. I Need Pova. Так. I Need Pova. Короче, уже такой более драйвовый релиз. Ох, офигеть. Так, Glitch Доктор. Вообще, респект. Большое спасибо за монетки. Очень круто. Пацаны. Офигеть. Прикольно, да? 13 лет заниматься фигней, чтобы потом тебе дали денег. Вот он путь. Вот он путь к халяве. Короче, да, смешно. Так, Кола Кид не выпускался на Блиплав. Почему? Спросите у него. Так, сундук золотом трещит по швам. Хочу напомнить, что хитом может стать все, что угодно. Ну, не знаю, все-таки есть такое ощущение на потенциал. Вот мы до этого пару треков слышали, ты такой, вот это хит, а вот эти послушали такой крутой трек. Все-таки есть разница. А на арену в 2014 году выходит Astra the Fox. 8 треков. У него тут и геймбой, и чипбрейк, и все подряд. И мы познакомились на Форест Дампе. Он сыграл сет живьем. Я сказал, какой он крутой. И давай это. Давай релиз. Это твоя 8-битная пенсия. Да, класс. Короче, Astra the Fox. Есть у вас что хорошее про Astra the Fox? Ну, не знаю, давайте Game Boy Gonna Crazy послушаем.
В общем, вот так вот геймбой сошел с ума. Безумнейший, конечно, Astro the Fox. STN играл в Рики с ним на прошлой неделе. Ну, расскажи, как было, сколько народу, как там сеты у пацанов. Играл бы 16 бит, было бы больше денег. Так, Гетос так сказал, что я могу написать ему в личку. Да, ты можешь найти группу Колы Кит ВКонтакте, в контактах найти Сашу Малышеву и написать ему: «Привет, почему у тебя нет релиза на лейбле Bliplav?» Ну, что тебе мешает? А еще он есть в чатике Bliplav в телеге, можешь найти его поиском по участнику и все такое. Любой трек Фокса включить можно и не ошибешься. С ней зажигает. Да-да-да, надо завязывать. Так. Дальше. Еще один релизик Ruby RK, 2014 год. И здесь уже 5 композиций. Тут есть Chip Runner. Давайте послушаем Chip Runner. Ух. Ну чё, это прям совсем веселый трек. Прикольный релиз. Мне нравятся еще эти усы. Очень интересно. Так, говорят, надо лейбл удалять. Пацаны, только релиз вышел на стримингах. Ну чё вы там? Так, Лени Фан. Йова, у тебя есть ремикс на Better of Alone? Технически, да, релизно нет. Я его слышал на Чиптюн Пати летом. Короче, у меня есть всякие разные сейвы. У меня есть Зана сейв, и у него на каком-то там сборнике есть кавер. Нет, не сборники, сейчас покажу. Мы уже смотрели этот релиз. Короче, вот здесь у Зана есть кавер на Better of Alone, но я не просто играю Зана сейв, а я его что-то там переделал, темп, инструменты, какие-то колотушки, и на каких-то тусах, когда нужно, ну прям что-то такое, знаешь, Better of Alone — это топ, чтобы включить на тусе, где не любят чиптюн, и люди, короче, пропрутся с бочки. Ну, это вызовет у людей эмоцию, а потом ты можешь играть свою музыку. Вот я иногда такое играю. Типа того. Двигаемся дальше. 2014 год. Релиз Туска. Такой грустненький. Тут из прикольного есть фит с Нардлоевым. После тура мы сделали фит. Здесь есть Ю-Ю-Ю. Релизная версия без вокала. Очень сложная синтовая композиция Help и кавер на New Order. Он крутой. И есть мелодия релизная без текста. Вот моего там абстракт рэпа. Ну, давайте тоже одноименную посмотрим. А еще, короче, обложку для этого релиза рисовал Дейсон. Но, насколько я помню, я вставил логотип сверху и инвертировал цвета. По-моему, основная обложка была светлой, но я, поскольку релиз грустный, а Дейсон не слышал тогда исходников, он здесь мой логотип вот так вот запрятал, очень круто. Он прислал мне светлый, а я сделал тогда темный. Help вообще помечен как джаз. Круто. Ну, по-моему, заглавный трек с этого релиза такой, ну, бодренький, все остальное такое грустненькое. Ну и, кстати, вот с Нардлоевым очень хорошая композиция. И Leave Me Alone крутая. Короче, нормальный релиз, в принципе, рекомендую в плеер засунуть. Да, это я инвертировал цвета, потому что вот он у меня в папке тоже с другой обложкой. Внутри треков она белая, а на релизе она черная.
Ну, короче, такой. 2014 уже давненько. Так что я стараюсь подускориться, но смотрите, не так много и осталось. Дальше. Astro the Fox, I Will Fix You. Причем опять смотрите, вот эта тема. Все музыканты настолько реально хотели свои релизы, что мы, оформляли все как обложки для дисков, чтобы типа у меня есть релиз, который можно потрогать. Прикиньте, вот такая была мечта. Тут, короче, две стороны. На одной 6 треков, на другой 13. Интересно, почему. Здесь есть Bad Apple, Donkey Kong Country. Есть кавер на Рейнарда. Тут есть Chiptune Brother. Давайте послушаем, потому что, по-моему, у STN так назывался, да, его супер первый группа-проект. Гетас. Приятно поболтали, удачи. Доброй ночи и хорошей рабочей недели. Apple. Не, ну Apple, я надеюсь, все слышали, да? Я думаю, там мало чем отличается от обычного. Просто в стиле Astro the Fox. Давайте послушаем. Chiptune Brothers. Блин, 2 за яблоко. Ну, чё, не хотим STN радовать? Не, ну тогда не будем радовать, потому что был 8-Bit Brothers, а тут Chiptune Brothers. Ну тогда ловите яблоко. Но мне кажется, Лис, короче, знатный анимешник. Вряд ли он мог бы обойтись без такой композиции. Ну, это смешно. Короче, круто. Дальше проект из России. Мурочка. Self-Destruction Process has begun. Короче, очень странный релизик, но почему-то мне понравилось. Почему-то захотелось его издать. Здесь какой-то интересный звук. Давайте послушаем. Ну, тоже давайте слушать заглавные композиции. Проект жив до сих пор, кстати. Мы тут общались, было дело. Да, звучание тут интересно. Еще я, знаете, только что осознал. Я, короче, превратил Bliplav News просто в стрим. Это типа могло бы быть видео, но зачем напрягаться и монтировать? Все тот же, смотрите, сколько у Astro the Fox релизов-то вообще. У Astro the Fox 3 релиза за 2014 год, офигеть. Это релиз Spring. Так, где он? Так, я потерялся. Так, Spring. Ну, давайте послушаем заглавную композицию.
Ну, такая, короче, грустненькая. Слушай, СТН пишет, Астра тут лет 15-16, ну офигеть, поэтому он такой продуктивный. Драмофон, по какому принципу заглавная композиция определяется? Не знаю, слушай, у каждого по-разному, но обычно это композиция, вокруг которой появляется какое-то ощущение релиза, и какой-то целостности, там звука, идеи или что-нибудь такое. Короче, что-то интересное. Так, Astra the Fox. Погнали дальше. Робот Огри Массакре. Это кореш Leave the Fox. На целый час релиз, 2014 год. Здесь тоже две обложки, но они тут все релизные. С выключенным светом и с горячим призраком. Мы, по-моему, так и не смогли выбрать. Давайте 7-ю композицию послушаем. Это уже 42-й релиз на лейбле, не считая сборников. У меня тут архив в архиве сейчас. Надо его разархивировать. Ага. И 7-я композиция. Блин, сорян, вышел из папки, хотел посмотреть. Ладно, давайте другую, 3-ю композицию. Здесь очень, да, приятный DAW саунд. Короче, я не буду никуда нажимать. Давайте я сначала посмотрю. Здесь есть HML файл, мета-слайд, HML, торрент файл и архив, и TXT. Короче, тут запарились пацаны знатно. Давайте трек Summer Sun. Нам не хватает солнечного света. Да, солнышком навалило. Короче, что радует? У Robot Ogre Massacre и Life of the Fox у них отличный звук, и у них очень приятные тональности. У них типа гармонии такие очень кайфовые. В Питере дождь. 2014 год. В Rooms SSSR UKIT. А вот это крутой релиз. Отвечаю. Мне он прям нравится. Он первый попал у меня на стриминге. Тут много прикольных треков. И как раз таки мы ездили в туры. Мне тут много чего нравится. Но вот они почти все классные. Короче, вот это рекомендую. Если вам вдруг интересно послушать мою музыку, то вот этот релиз я рекомендую. И не хочу эти бенгеры. Короче, UKIT. Очень прикольная композиция. Давайте ее послушаем. Такая вот грустнявая. Мне нравится. У нее еще обложка была отдельная. Здесь, в общем, все такое взрывное, пробивное. Вот UKIT, такая очень прикольная история. Я покажу вам основную тему, а потом перемотаю в конец. И, может, приколитесь.
Ну и время-то тогда было. Ох, это прям ностальгия так и прет. Драмофон однажды в своем комиксе отсылку делал на этот кавер. Ничего себе, в комиксе отсылку. Круто. Вайба аниме, крутая обложка. Обложку рисовал мой друг Константин. Он художник из Петрозаводска. Очень крутой чувак с академическим, образованием. Вот взял меня. Что-то такое интересное замутил. Так, движемся дальше. Chicken Randolph и Life is a Fox, тоже сплит-релиз или совместный релиз. Не, наверное, это совместные треки. Тут типа по 2 автора. Люблю тебя, ты клевый. Меньше, чем 3. О май гадабл. Спасибо, разведчик. Спасибо большое. Ух ты. Блин, пацаны, нам еще хватит на стрепсилс, короче. Давай из твоих треков уберем пульсы, вообще уже спать охота. Так иди спи, это же стрим, завтра запись посмотришь. Фу. Блин, если брать из моих треков пульсы, это будет кривой Амон Брейк, мне кажется, во все стороны и бочкой. И вот эти любимые Федины космопоповские свистелки-перделки. Так, мы ищем 44-й релиз уже. Давайте послушаем здесь композицию номер 4. I like you better as a monkey. Короче, тут все круто, я думаю. Хороший релиз, рекомендую послушать. Обложка, конечно, мрачная. 2015 год. Bleep Love Volume 5. 15 композиций. Куча стран. Комиссар. Orbital Strike. DDDD. Graz. DJ Pie. Imaginary. Вот, турбо-чип здесь есть. Короче, у меня тут Ост из Gravity Falls. Я помню, с этим сборником мы залетели в подкаст к диджей Катману. И что-то такое. Короче, он крутой, что отсюда послушаем. Так, но я в целом тоже за то, чтобы продолжить путешествие в еще одном стриме. Не знаю, я бы сегодня все добил, если честно, там не так много осталось, но по ходу М8 мы уже сделаем отдельным стримом, но прям как полагается с М8 и, может, созвонимся с STN и Пиксель Бобом, потому что у него есть Тинси, и он нифига не умеет. Так, офигенный ковер, это из Нижнего Новгорода, все тот же художник. Давай Дейсона. А тут есть Дейсон. Да, тут есть RQCA с треком Bleep Love. О, давайте его послушаем. Я уже и забыл, как он звучит. Какой Дейсон красавчик. Ох, вопросик, где найти художника, дело хорошее. Мне кажется, у меня где-то есть в телеге, возможно, его контакт. Мы не общались кучу лет, там была история такая странная, он немножко где-то потерялся. Но при сильном желании можно. Но слушай, время же нейросетей. Зачем те художники?
Так, разведчик. Нужен отдельный сборник Блиплав с исключительно треками с названием Блиплав. Да, это я хотел, я делал такие посты. По-моему, есть 5 таких треков. Короче, 3-й час. Давайте вы сейчас мне напишите, готовы ли мы сегодня. А мы вот тут на Lave the Fox остановились. Готовы ли мы еще вот это все послушать? Ну, что в принципе, ну как раз еще на часик. Или не готовы. Но я бы не хотел делать отдельный стрим. Дайте, если хотя бы 3-4 человека типа со мной потусуют еще час, я бы с удовольствием все это добил сегодня. И с М8 мы уже все, вот, Стресс пишет, давайте. И мы делаем прям четкие, типа, делаем подкасты, короче, про М8, и каждую неделю сидим и базарим. Напишите, пожалуйста, плюсики, если вы готовы поторчать со мной еще часик, потому что, наверное, нули завтра всем на работу. Если вы не будете смотреть, нафиг мне тут это разговаривать. Вот, а если будете, то давайте добьем тогда сегодня, чтобы эту темку день рожденческую закрыть. Было бы очень круто. А я, пока мы это мутим, покажу вам... Ну, вы, наверное, и так все видели. Но чтобы это было на стриме, я покажу вам Smart Link. Сейчас отображается, да. Я покажу вам Smart Link. Короче, на всех стриминговых платформах. Не, Spotify не буду открывать. А мне нечего открывать. Короче, на всех стриминговых платформах доступен наш релиз. Блиплав Vol 7. Все исполнители под исполнителями. Короче, все круто. Яндекса, Ютуба. В общем, добавляйтесь. И к чему я это, что мы сейчас послушали 5-й сборник, а на стримингах сегодня появился 7-й. Итак, драмофон готов, Володя Хромов пойдет. Спасибо большое за компанию. Так, Лени Фан, я, наверное, уже тоже пойду спать. Йова, могу написать тебе по поводу сайта завтра. Да, конечно, пиши, я это... Не понравится, не прочитаю. Понравится, пообщаемся. Ну, конечно, пиши. Спасибо большое. Так, о чем мы решаем? Что все, короче, уходят? Что, все, хорош, 3 часа стрим? Так, Морковь, добивай. Потом отдельный стрим с М8 и Дейсона туда позовите, чтобы ворчал онлайн. Дейсон, будешь ворчать онлайн? Так, ну и что, добивай, Морковь будет смотреть, да? Короче, давайте паузу, я вернусь, увижу, что вы написали в чате, и сделаем из этого вывода. Погнали.
Да-да-да. Короче, врываемся в эфир. Давайте быстренько все это дело добивать. Я так и не понял. Короче, кто смотреть-то будет? Все по домам пошли. Сколько народу смотрит? Напишите мне, сколько смотрит. И поймем. Дейсон, все, давайте я спать. Если в этой жизни соберемся на совместный стрим, то я буду рад. Давай, дорогой, доброй ночи. Мне пишут, что смотрят 6 зрителей. Это круто, это я готов продолжать. Наверное, это про все обман. 6. Ништяк. Короче, погнали дальше. Leave the Fox, 2015 год, 14 композиций. Я вообще его не помню. Red Eyes and Grey Skies. По-моему, он уже был на кассетах, и, возможно, это уже делала Ки. Давайте. Это... Какой? Я запутался. 45-й релиз, 2015 год. А их, короче, всего 62. Так, давайте послушаем пятую композицию Sweden Experience. Ну, чисто уже коротко. Какую-то я не энергично выбрал композицию. Давайте другой дадим шанс. 9-я Dancing to Bullets. Ну, я их перематываю уже чуть. На пакете кофе, ведь мы не спим. Спасибо большое. Блин, как вообще, как бы без вас? Драмофон, спасибо большое за монетки. Блин, вау, почти 1,5 раза, собрали донат-бар, на который я и так не рассчитывал. Круто, спасибо. Короче, Leave the Fox уверен своему звуку, все очень супер. Да, эти релизы уже собирал не я. Прям много не я собирал. Япония, TKMT Adventure. 2015 год. 5 композиций. 46-й релиз. Так.
Давай You and I послушаем. Хорошее название. Короче, крутой звук, хороший релиз, я бы его точно взял на лейбл. Это реально все Ки уже собирало. Так, разведчик пишет, ну, просыпать так посыпать. Давай не будем коротко. Ну, давай, пока смотрите, короче. Столько монет, как вам тут вообще откажешь, но главное, чтобы кто-то смотрел, потому что пересматривать это точно никто не будет. Так, про Hero конкретную колоночку жду, очень интересно. Ну, я постараюсь что-нибудь вспомнить и про Hero. Дальше вот Дейсон о чем писал. K5, это тоже Япония. Здесь есть ремикс от Дейсона на японского музыканта на трек Sunset. Но будет как-то не круто, если мы его послушаем. Давайте послушаем Downtown. И раз не коротко, то и что там Дейсон замутил, тоже интересно будет. Короче, вот такой. Сейчас послушаем кавер от Дейсона и Famous Александр, гитарист группы Banana Heads. Привет, дорогой. Привет, мой друг. Пишет, что смотрит стримы. Короче, очень круто. У меня, прикинь, сегодня моему этим пищалкам 13 лет, а лейблу 12. Вот мы тут. Короче, смотрим, что и как происходит. Так, давайте слушать ремикс от Дейсона. А Famous, давайте завтра позвоню в телеге. Мы еще 1000 лет не виделись. Вот так-то. Короче, круто.
Это Ки все мутило. И Дейсона, и К5, это все Ки. Разведчик стримы по играм кто-нибудь пересматривает в записи? Не. Мне кажется, нет. Мало это кому интересно. Так, дальше. Astra the Fox, неукротимый. Продолжает оформлять все для дисков. Halloween Spooky, Chipadelic Sound by Astra the Fox. Вот такая лютая обложка. Мне сразу бросается в глаза Vampire King. Давайте послушаем. Прикольно, что я тоже... Ну, я слышал это в 2015 году. Я почти как первый раз смотрел на эти релизы. Так. Vampire King. Хо-хо-хо. И это, конечно, очень круто. Вообще. Просто мясорубка. Astra the Fox крутой. В Rooms SSSR, Мулине, лонгплей, потому что был EP, а тут лонгплей. Nosebleed классный, глухой ливень, олень. Глухой ливень, олень классный. Sorrow Макита поет круто. Мулине, New Lazy круто. Кавер на Ponks это Ghost Memory. Кавер на Влада. Непонятно записанный из какой игрушки бонусом. Непонятный Devotion. Есть бонус кавер от Astra the Fox на Die Jump. И кавер от Снорка на трек Йоши. Что тут послушать, я даже не знаю. Обложку рисовал кореш из Петрозаводска тот же. Константин, 2015 год. Офигеть, я примерно помню. В принципе, это тоже крутой релиз. Если вам нравится Брумс СССР, то качайте его. Тут тоже практически ни за какой трек тут не стыдно. Давайте с Макитой послушаем чуть-чуть. Типа чё? Раз все свои... Ого! Драмофон пишет, этот релиз скачал. Обложка распечатана и повешена на стену. Нифига себе. Ну все, давайте, раз все свои, короче. Слушаем с Макитой трек. Раскраси мою грусть. Вот это вот все. Но тут есть чубрейк еще крутой. О, не-не, чип-степ. Но не будем об этом. Разбавь мою грусть руками, что нервно сжимаю ночь. В глазах стывает кругами дождь. Я же боюсь, когда время так рвет лоса, но продолжаю
Ух, офигеть. Ну, думаю, половинки достаточно. Привет от Макиты. Мы тут списывались, созванивались. У него все хорошо. Проект Юноша, к сожалению, кажется больше мертв, чем жив, но поглядим, увидим. Дальше. Робот Огри Массакре, Feed Live the Fox. Да, у них такой фит-сплит получился. Обложка очень интересная. По-моему, ее вот из Нижнего Новгорода чувак рисовал для них. Ну, давайте тоже заглавную 5-ю композицию послушаем. Блин, опять тут архив в архиве. Ну, какой-то серьезный подход. Тут так много всяких данных. Так, а как мне его найти? Да, Макита, вокалист «Юность внутри», СВСМ и проекта «Юноша». Ух, ну, короче, крутой звук. Качайте. Это приятно. Приятные чуваки, все в давке, очень мило и все такое. Что за тема была с «Вечным летом»? А что за тема? «Вечное лето» — это некий паблик, это некий лейбл. Они делали сборники, они просили треки и выкладывали их. Они помогали со всякими там репостами, вроде ребята адекватные, приятные, я с ним пообщался и на сборника 4-5 дал им композиции. Все. Я не знаю, как у них дела. Это тусовка из условно «Контакта». Я очень давно не имею к нему вообще никакого отношения, чего и вам рекомендую вот настоятельно побыстрее себе позволить, станьте свободными, это приятнее, чем бросить курить. Вот. Поэтому я не знаю, что за тема, но вроде «Вечное лето» хорошо. По крайней мере, ничего плохого о ребятах не скажу. Дальше. Sad Step. Speed Up. 2016 год. Нифига не знаю. Никто это ни откуда. Это собирала Ки. Название интересное. Ну, давайте, как в таких случаях, слушать заглавную композицию. Вау, вау. Это я даже себе галочку поставлю за такой обложкой, которую, возможно, делал сам автор. Прям вообще круто. Еще вот это та-та-та-тын. Крутая аранжировка, крутой трек.
Блин. Вообще, смотрите, сколько годноты выпускали. Дальше. Вот он, воистину легендарный сборник. Он не такой легендарный, как 4, но тут есть Sky Castle, о котором писал Дейсон. Juice Orange — это из России. Мару — Япония. Таралин — Япония. Turbo Chip — Россия. Кстати, вот он 2 раз на лейбле с кавером на Maximum the Carmon. Чучу лавали. Gizmod. Одексилогния. Это, короче, очень крутой брейкорщик. У него на SoundCloud Одексилония. У него безумный SoundCloud. Хавава, Unverified Character, Микусо, K5. Короче, очень круто. Вот по чипбрейк тусовкам и пабликам этот сборник разлетелся прям знатно. Давайте Мару 33 послушаем. Он мне, помню, очень нравился. Так, а как мы его теперь найдем? Так, нашли. Привет, привет, Тима. Вот так там. Короче, тут много амон-брейков, габа-киков и интересных пищалок. Вот тоже максимально рекомендую. Этот сборник был на прям крутых, красивых дисках. Я, по-моему, все раздарил и все продал. Так, морковка еще тут. Крутая прическа, спасибо. Так, Йова, сколько у тебя времени? Без 25 час. Че не спишь? Я работаю. Как видишь. Лейблу Bleep Love 12 лет. Проекту Vrooms СССР 13 лет. Вот сидим, ностальгируем, монетки собираем. За что вам большое спасибо. Так, вот, о чем спрашивали в начале. Cracked. 2016 год, смотрите. 5 композиций. Тут обложка, ну просто топ. Это очень мощный релиз. Так. Насколько я помню, очень крутой. Ну, давайте за главную. Red Ocean. Короче, крутейший, серьезнейший и тягучий, как обложка, релиз. Обязательно слушайте. Так, все, Famous, договорились, позвоню. Разведчик спрашивает у морковки. Морковка мутит дизайн, мутит обложки. Морковка вообще ультра-художничек. Санскрипт вернулся. Привет. Так вот, разведчик спрашивает. Морковка, как ты узнала про пищалки? Мне интересно. Потому что вроде до того, как я докопался с обложкой к Don't Come Back Tune, морковка уже была на концертах, кажется. Трек похож на саунд из Loop Hero. Все может быть, только это 2016 год. Дальше. Как это назвать? Шутка. Juice Creary. Trouble in Paradise.
6 композиций. Цвета бы добавить. Монетки. Аноним, полтинник. Спасибо большое. Благодарю вас. Вообще, нет слов у меня, только хорошая музыка. Так, было 53. Ну, смотрите, я почти научился без мониторов работать. Давайте послушаем заглавный. Так, я все-таки попытаюсь как-то подуспеть. Классный релиз. Дальше Beats and Columns Class 2017. Смотрите, тут уже вообще быстро. 14 композиций. И этот, я помню, мне нравился. А где он? Вот, я нашел. Ну, давайте. Is. Я думаю, они тут все достаточно хороши. Очень круто. И мне обложка нравится. Обложка классная, соответствует настроению. Вот я сегодня, когда скачивал, подумал, что это за странный релиз? Чиптюн, 7 композиций. Фиг его знает. Надо как-нибудь у Ки взять интервью, короче. Чтобы она рассказала, что тут происходит. Давайте, тут есть Sleeping Pills. Блин, это походу интро. Круто. Целый релиз, блин, с живыми инструментами, там барабаны, гитары. Прикольно. Санскрипт подсказывает, что Чиптюн еще часто расшифровывается как Каптейн, так что тут может быть капитан Чиптюн. Драмфон, кто Ки такая? Ки моя хорошая подруга, мы знакомы с ней 1 000 000 лет. Ки самый продуктивный админ
eMusic 8 бит, которая 8-bit folders, потом ей надоело делать все это за 12 лайков. Ну, в плане она старалась, а там просмотров никаких. И момент, когда я не жил в России и думал, что не вернусь, это было году вот как раз там в 16-м, то Ки как самое лицо, та самая, короче, кому можно доверять, и я передал ей лейбл. Вот, в принципе, такая история. Это сейчас мать прекрасной дочки, классная жена и все такое. Короче, все у Ки хорошо, как стоило только завязать с чиптюном. Спасибо за монетки. Вижу донат, панки хой. Спасибо большое. Так, морковь. Все началось в далеком, не помню каком. Мы слушали 8-бит каверы, потом нашла паблик eMusic, и там была ссылка на фолдер. Вот так-то. Какая история. Россия, 2017 Space Cosmo, который прощается тут типа со всеми. Goodbye, my little friends. Не хочу ничего комментировать. Так, давайте найдем этот релиз. Ну и Take Me послушаем. Ну, короче, Space Cosmo. Прикольный релиз. На экранах пасхалки. Это, по-моему, вот лица его корешей, вот его лого, вот его кореш. Тут есть трек с названием Fake Pig. Это художник знакомый. Так что, да, какие-то пасхалочки есть. Так. Александр Акулов, расскажи, как и куда ты уезжал. Ну, не знаю, это надо 4-значный донат скинуть в личку, я тебе напишу. Не хочу. Не публично. Так, Алекс, вы таким прогрессом завтра закончите? Не, буквально еще чуть-чуть осталось. Так, морковь. Почему морковь? Санскрипт. Я тоже в Румза вышел через 8-bit folder в ВК. Рад, что попал на тебя, пока ты еще был там. Да, в любом случае, все дороги чиптюна в России, я надеюсь, рано или поздно приведут ко мне. Так, у нас на очереди уже 18-й год. Смотрите, как теперь мало релизов. Это, короче, 6-й сборник, его собирала Ким, Элла Костелло, Free Edge. Во, мы играли с ней когда-то на стримах, это девочка, не помню откуда. Саката СС, это Япония. Офигенный трек, вот его послушаем. Туксик, Гризли Кокс, Джитсуми, Врумс СССР. Здесь меня Ки попросила записать трек, и я, короче, что-то невообразимое с гитарой сделал. Прям вообще не помню что. Кубиками, Ганандоруфу и Лейв the Fox. Короче, Ки каким-то чудом общалась с нормальным таким, с нормальной японской тусовкой. Это я что-то в Штатах, а она вот знала, где тусить, где хорошая музыка. Короче, Саката трек офигительный.
Короче, вот такой вообще супер трек. Ладно, давайте. Мне самому интересно, что же я писал. 2018 год я сделал трек, потому что меня попросили, не потому что я его написал. Сейчас будет это все с гитары. Дома, на коленке, на телефон, по-моему. Офигеть, офигеть, я такую штуку, такой трек замутил. Так, что-то тут про гик-трипы с Индука. Да, я помню, был в Питере концерт, написал Дима такой, хочу поснимать видяшки. Я говорю, окей. И, короче, ко мне на концерт приходит Индук и Эш, вокалист Hero 37, а я там, короче, танцую на столе в маленьком инвайдер-баре. Ну и мы это накидываемся, и потом я устраиваюсь работать в гик-трип. Короче, было вообще весело. Ночь, Питер, чиптун, дождь. Запомню этот январь таким. Да, короче, у Димы есть видео про его магазин. Вот он его открывал в том году. И я там потом работал и делал там как раз эти аудиокассеты. И он в видео рассказывал, видимо, про свои интересы, про формат и товары, которые они продают. И все. Там, короче, был чиптун. Я туда геймбой чинил, возил. Было классно. Смотрите, осталась вообще фигня. Дальше. Tuxec Amphibian. Вот это тоже крутой релиз. 18 год. Бонус-трек. Bliplav 57. Тут есть artwork. О, тут есть еще прикольная обложка с обезьяной в этом скафандре. Папочка MP3 и story. Тут есть зин в PDF, прикиньте, тут есть artwork. Но это вот все Киму сделал. Давайте послушаем. Limit. Ладно, это последняя композиция, это, возможно, аутро. Здесь их еще 12, это все бонусы. Ну, давайте заглавную послушаем. О, вообще, короче, на золотой жиле сижу, столько музла классного. Я 2 раза хотел перемотать, а потом вступала гитара и барабаны, я такой, вау! Потом я хотел выключить, я такой, вау! Короче, Tuxec офигенный.
Вау. Санскрипт, заходи в 28-й в Питере. Классно. Да не, в Гейхтрип тоже заходи. Там кофе вкусный. Так, в чем заключалась работа? Ну, заказы, поставки, цены, все такое. Йова сделал титанический стрим, но пока еще не сделал. На самом деле я сейчас смотрю, и такое ощущение, что его смотрит 14 человек. Это типа еще больше, чем когда вы спать ушли. Может, мы и до М8 сегодня доберемся. Обложка интересная. Да, но это вторая, это альтернативная обложка. Первую не покажу, скачивайте релиз bliplav.ru. Друзья, мы сегодня слушаем дискографию поверхностно. Я вас заинтересовываю лейблом Bliplav, которому 12 лет, где все бесплатно, по кнопочке скачать, можно, короче, скачать. Так, Санскрипт, прям хардкордовый альтернативный трек, мощно, надо все переслушать. А я вам что? Я вам для чего тут все это? Чтоб вы пришли и все переслушали. Оди, Бой, Think, and Apt, and Feel, and Flow, Wall 1. Это прикольный проект, обалденная обложка, и тут 18 треков, и это все, короче, какой-то лютейший чипбрейк. Прям отвечаю, прям помню. Кто собирал, не помню. Он из 2 дисков, здесь 2 композиции. Ну, давайте послушаем My Happy Friend. Ну ладно, видимо, я тыкнул не туда, потому что я думал, что все будет лютейший чипбрейк. Но он тут точно есть, а еще тут, я так смотрю, есть ремикс Leave the Fox, Neuroflip, Numeric, So Cute 32XZ, Turbo Chip даже есть. И Veridian ремикс Triac. Короче, тут хороший звук, точно послушайте, должно быть интересно. Так, наконец-то, в Rooms SSSR Hero. А Rebirth Tune был? Нет, на Bliplav не был. Это значит, у меня на Bliplav 2015 год, потом 3 года я сделал трек на сборник в 18-м и выпустил Hero. Все остальное есть на Vrooms SSSR. Короче, плачь и танцуй, идея фикс, все понятно, Майот. Липучка. Липучка почему-то очень нравится моему корешу Алексею Григорчуку. И он академический скрипач из Петрозаводска, он играет на никель-харпе, он, короче, безумец. Ему почему-то нравится Липучка, а мне не очень. Rebirth Tune, вот. My Hero Time. Кавер на Sum 41. Кавер на Юность внутри, как раз на трек Хайова, где я снимался в клипе, который очень крутой. И я сделал отсылку типа «Привет, Юность». И My Hero Die с гитарой. О, этот релиз вообще крутой-крутой. Тут прям все можно послушать. Поэтому предлагаю ничего не слушать. Ладно, давайте, конечно, это идея фикс послушаем. Никогда не поздно. Так, а он где вообще? Вот Hero Long Play. Плачь, танцуй. В любой непонятной ситуации. Обложку, кстати, тоже рисовал Константин из Петрозаводска.
Ну, короче, все понятно. Да и весь релиз такой. Панк-рок. Ну, почти. Ну, сам 41 и идея фикс панк-рок. Кстати, Антохе, вокалисту идеи фикс, 6 миллиардов тебя. Что мне вообще, к моему счастью, зашло, и они на какой-то Новый год в 2018 году Больше музыки хорошей и разной. зафигачили его поздравлением там в своих группах и пабликах. Офигеть, Санскрипт, большое спасибо. Что вы мне присылаете? Я не знаю, что это за деньги. Что это такое? А, нет, тут рубли. Все в рублях нормально. Это уже выглядит страшно. Спасибо большое. Хира тоже надо на стену. Можно контакт Константина? У Константина точно есть контакт, с ним я прям очень хорошо до сих пор дружу. Спасибо большое, я понял, Санскриптус мне это красиво вернул эту плашку, а то я пытался ее уменьшить, нифига не получалось. Короче, Хиро, да, это вот, получается, 3 года я для лейбла нифига не делал, и тут уже вернулся я. Короче, 3 года я не занимался лейблом. Офигеть, как много. Потом, короче, я вернулся и нашел проект Golden Grey. Это не Россия. Я смутно помню, где это. У него есть клипы на Ютубе. Можете посмотреть. Это прикольный чувак. Он там поет и всякое такое. Ну, в меру хорошо. Давайте послушаем у него что-нибудь типа 8-Bit Machine. on my 8-bit machine. Set this console on fire before my life is consumed. When I was 14, I bought an 8-bit machine. Now it's my only desire to watch it burn. Короче, очень прикольный, я вспомнил, у него есть клипы, и у него такой образ, у него смешные гоглы, какие-то очки, короче, шапка, и он поет в гараже, куча игрушек, что-то микрофон. В общем, посмотрите, Golden Grey, прикольный. Прикольно, это я его нашел, я его просил, что-то там. Хавок. Классный релиз, классный чувак, но, к сожалению, он оказался по ту сторону этой европейской чиптюн тусы, которая очень взгрелась на Пурли Грея, на Блумбира, на Россию, на лейбл. Но еще в доактуальные времена это еще старая тера. Короче, и он впоследствии как-то, мне кажется, типа открещивается. Но я с ним очень мило в то время общался. Классный релиз, 2019 год, 61-й. Сейчас послушаем. Дейсон, ты там чё вообще? Спать-то не ушел. Ну, давайте заглавный послушаем.
Вот такой вот. С легким паром Дейсон. Такой вот релизик. Дальше на сцену выходит Ghost Memory. Это Понкс, это великий Влад, который помог снять видео, как пользоваться нанолупом. Смотрите обязательно на канале. Релиз Акиноба. По-моему, у него тоже была вторая сторона обложки. Это нанолуп. Это, короче, круто. Осталась вообще фигня. Давайте. Сэм Пластик послушаем. Вот такие вот мотивы с нанолупом. Так, 2019 год. Фух, ладно, давайте попробуем паузу не делать. Или, короче, ладно, все смотрите, давайте, быстрая пауза. Туалет, перекур. Короче, и добиваем, но осталась вообще фигня, а на очереди у нас мои любимые специи.
Возвращаемся. Короче, 5-й час пошел, я офигеть задолбался. Ладно, мощные треки Cool Rush. Привет, спасибо большое. Не зря 12 лет старались. Короче, специи. Специи. А где они? Блиплав Special. Так, ну, здесь, конечно, годы уже, сами понимаете, какие. Здесь чисто русские музыканты, все живые, вся моя тусовка любимая, половина мафии. Ghost Memory, Zan, Poorly Grey, STN, Space Cosmo, Феонау, Врумс СССР, Balloon Beer, Балалайкер, Даня Воронков, Nuclear Mushroom Boom, Gamegate, Quiet, Final Sketch и Мурочка. Здесь мемный легендарный трек «Едем на разборке». Вот его и послушаем. Короче, это наш любимый легендарный мем, причем, знаете, просто из-за названия как-то так смешно получилось. У нас есть даже стикер-пак Telegram /bliplav, там есть капча-бот на входе, не пугайтесь, надо ввести там циферки, которые он рисует. И, короче, там едем на разборки, лютейший мем. Блиплав специи. Дальше, Nuclear Mushroom Boom. Вот это офигенный релиз, это уже 2020 год. Его постил так же, как и Hero Линтач, звездач. Я не фанат, ничего не читаю, но там дофига аудитории, и они такие типа, о, классная музыка, и, короче, запостили. Кайф здесь, что на сайте есть ссылочка на Mission Resource, и весь этот релиз — это картридж 9999 в одном, где, знаете, когда есть 8 игр, типа 8 треков, и остальные 1000 — это их вариации, где ты там начинаешь с этого уровня, или что-то гличит, или местами поменяно, жизни там бесконечные. Вот этот релиз такая же генерация. Здесь 8 нормальных композиций, а все остальное — это их какие-то вариативности. Мне тут очень нравится Chutun Here, по-моему. Блин, так, а где они все? Угу. Да. Вот этот топчик. Вот такая красота, это все на картридже, это все для Famicom, это все из фами-трекера. Так, что ты хочешь, Summertime? Короче, крутецкая музыка для вашей приставки. И на канале есть несколько видяшек с Мишей, и он рассказывает, как писать музыку для Dendy, чтобы запустить ее на картридже, на компе через фами-трекер. Короче, если интересно, поглядите, вы сможете
так же или лучше. Дальше. Seismic Shift. Очень прикольные ребята. Они 1000 лет назад общались с Ки, но что-то потом, что-то как-то хоп, и в 2020 году мы случайно с ними нашлись, и они сделали релиз. Вот, и мы его выпустили. Мне нравится. Очень, очень хороший звук, тоже такой видеоигровой, и много прикольных эффектов, что необычно. Звучит он круто, тыкаю рандомный. Короче, вот так вот это все круто звучит. Заслушал этот релиз. Ништяк. Дальше. Vrooms СССР, 21 год. Don't Come Back Tune. Морковка, обложка вообще. Блиплав, топ. Suicide Club, топ. Funeral for a Friend, топ. Free You, топ. Geek Trip, огонь. Монеточка. Вообще супер. Кавер нас за газеты. Офигеть, шурши, можно вены вскрыть. Balloon Beer, Фионау ремикс. Короче, вообще топчик. Слушайте мой любимый вариант релиза. Просили Funeral for a Friend послушать. Давайте включим. Короче, вообще, это просто лучший мохит моего детства. Посмотрите, оригинал, группа называется Funeral for a Friend. Я обычно так делаю, потому что он выходил. И трек называется Roses for a Dead. И, короче, на канале есть раздел Live, и там есть, по-моему, Secret Party и Заноза Фест, и мы со Степаном Гореловым, это арт-директор клуба «Ласточка» в Санкт-Петербурге и экс-вокалист группы «Вранак». Короче, он со мной поет на разных тусах, и вот с вокалом этот трек вообще бомба. А еще я с Полиенда, и вот теперь с М8 могу включать там Аманы, и вообще, короче, если получится сделать живую программу в этой новой реальности, где-нибудь ее приятно отыграть, то это будет звучать очень круто. Вроде одновременно с этим альбомом еще сингл «Искры». О, «Искры» — это что-то старое, это год 14. Тут прикол в том, что не так давно на стримингах вышел «Ю-Ю-Ю» с Макитой, а этот трек был записан году в каком-то тоже 14-м. Просто стриминги это дело такое. Короче, слишком недавно появилась возможность что-то комфортно заливать. Раньше такой возможности не было. Space Cosmo. Очередной его какой-то ультрапрощальный релиз. Здесь есть ремикс от Фионао и от меня, Balloon Beer и LKVCI. Так. Space Cosmo. Давайте поплывем в море китов смотреть.
Короче, Space Cosmo. Разведчик говорил вам записываться, а теперь уже когда, обожаю вас. Спасибо большое. Да в этом и фишка, поймите, прикол покупать мерч, когда его продают сразу, потому что потом не будет. Прикол ходить на концерт, потому что вот там они споют, тут он с этой игрушки сыграет, а на том нет. Ну, типа, нажимать на старт везде одинаково, это глупо. Мы делаем перформанс, концерт, большая сцена, все дела, поэтому, ну, блин, цените и поддерживайте тех, кто вам нравится. Это в продолжение, почему Space Cosmo постоянно пытается уйти. Я не хочу, короче, комментировать это сейчас, но прикол-то в том, что вот я вообще все свое время, вообще все свободное время трачу на пищалки, и вы вот мне донатите. А он тратит время после работы, и у него 10 лайков. И, короче, тебя с годами это просто бесит. Ну, в пустоту заниматься отстойно. Поэтому, если вам нравится, поддерживайте. У вас у самих все то же самое. А вот чем бы вы ни занимались, если, короче, это никому не нужно, если бы сейчас никто не смотрел, вы бы нифига не накинули монет, то нафиг этим заниматься. Ну, я думаю, короче, это все весьма банально. Дальше. Noisika. Прикольный релиз. Это какие-то восстановленные модули с Амиги, и почему-то он не разрешил мне его выкладывать даже на Bandcamp. Это, короче, каверы. Прикольный исполнитель. Мне очень нравится звук, он весь такой ретро, но какие-то проблемки у автора. Короче, тут Амига во всей красе. Всем ретро-шметро рекомендую. 2022 год, смотрите, как все быстро. Чип Квейк, ну чё, Plant Tracker, прям очень рекомендую. Давайте, конечно, послушаем. Я не знаю, по-моему, мощный релиз. Мне тут нравится вообще все, что бывает достаточно редко. Тут Чипбрейк, Палиент и панк-рок вместе с Тимой, который к нам заглядывал в Стю. Он на барабанах мне сыграл, гитарку свел. Мне вообще все нравится. Ну, Hero 37, кавер вот на ребят, потому что у них, по-моему, разбомбили их студию звукозаписи. И вообще, ну, короче, все понятно. Я решил их хоть как-то поддержать, и рот у нас тут заклеен. Вот. Ну, что-нибудь-то включу. Давайте. Ну, давайте вот его и послушаем. Короче, вот такой вот. Какие брейки. Да, послушай, он весь такой. Тут есть подобрее мелодии. Shutter Blend. Мне очень нравится, как мы придумывали название для этого проекта. Это Саша Акулов. Это очень крутой, прям вообще мега топ-топ татуировщик. Пиксель Катман в соцсети с картинками. И он автор
мои мерчевые футболочки. Тут, кстати, очень прикольная вот эта штука. Да блин, где там показать? Короче, Врумс СССР, лого и его кубик. И он записал 4 композиции, это Фами Трекер. Мы их замастерили с Тимой. Я считаю, очень достойно получилось, очень атмосферно. И это первый релиз у проекта. И мы вот думали, короче, я говорю, название-то давай. И вот он мне там в последний день стриминга скинул название, как назвать проект. Тут очень прикольные мелодии, такие относительно простенькие, но очень хорошую атмосферу вызывают. Ну давайте, Call Me Last Level. お願いします。何？何？Ну вот так. И в принципе-то на этом все. Потому что сингл Magic Fink вы слышали совсем недавно. Он есть на ютубчике. И Bliplav Vol 7, друзья. Сборник, который появился на всех стриминговых платформах. Повторюсь, для тех, кто вдруг нас по неведомым причинам только смотрит, есть ссылочка, мультилинк, и сборник можно послушать и добавить в коллекцию себе везде. Мы его смотрели и слушали не так давно, поэтому не вижу смысла его включать. Ну и сингл мой типа тоже. И в принципе вот, что мы имеем за 12 лет. Не знаю, много это или мало, важно это или не важно, но с прошествием лет отдел контроля качества появился. Сейчас релизы уже поинтереснее, чем в начале. Но и мы все поменялись, и игрушки поменялись, и звуки. И, чтобы вы понимали, вот здесь версия LSDJ была 3.7, а вот здесь уже 9.2L. Так что, в принципе, мы, короче, все послушали. 4,5 часа, я думаю, что там, 1:30, короче, M8 сегодня никому не нужно. Давайте на неделе начнем уже вместе с STN делать нормальный формат вечерний про M8. И я вам хочу снять видео про Polyend, чтобы сделать общее представление о трекерах. Короче, на этом все. Спасибо вам большое за поздравления. И это мы еще, знаете что, вот сюда не заходили. Но этим мы заниматься не будем, потому что тут у меня сайт вообще нафиг не доделан. Все уплыло, все кривое. Сейчас, что вы там видите? Да, вот этот сайт Врумса. vrumssssr.ru, здесь тоже можно все скачать. И релизов-то у меня побольше. Вот. 8-Bitersburg 2011. Вот мой любимый Noise Channel. Сингл Ю-Ю-Ю 2014 год. Искры 2017. Мулина и Пишечка. Хира и Пишечка. Короче, Мане-Мане The Best of Rooms SSSR. Короче, есть что послушать. Call Records есть сборник. А еще у меня есть Dexant The City сборник, где есть Алекс Тюн, Кола Кид и Vrooms SSSR. Фэт Фрума, Спорно Узи. Короче, вообще есть где разгуляться. Вот, поэтому что, не буду задерживать. Если есть возможность, убейте, уничтожьте этот донат-бар. Я буду вам очень благодарен с утра. Все, люблю, целую, пишите, слушайте хорошую музыку, лайки, репосты, все такое. И, короче, бесплатно bliplav.ru берете, качаете чиптю. И всем показывайте. На этом все. Пока-пока.
Уля.